Здравствуйте. Видела. Присаживайтесь. Ольга Михайловна. Ольга Ивановна.
Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья. Давайте мы начнем нашу встречу. Сегодня у нас проходит научно-методический семинар в формате круглого стола «Перспективы и проблемы полилингвального и поликультурного образования в Российской Федерации». Все, кто в этом семинаре принимает участие, прекрасно знают, но я позволю себе напомнить. В этом году одним из заданий развития науки, которое было предоставлено нашему университету, Башкирскому педагогическому университету, нашего учредителя Педпросвещения, как раз была тема по анализу, по тем перспективам и тем проблемам, которые сегодня есть в полилингвальном образовании. Безусловно, в первую очередь, все эти вопросы касаются национальных республик, входящих в состав Российской Федерации. В то же время мы прекрасно знаем, что и в краях, и в областях тоже есть эти вопросы, поднимаются эти вопросы. Но еще раз говорю, прежде всего, это касается национальных республик. Именно поэтому в качестве 7, назовем так, их пилотных регионов, которые мы исследуем в этом году, это три республики Северного Кавказа, Чеченская республика, Кабардино-Балкарская республика, Республика Северная Осетия, Алания, Республика Саха, Якутия и 3 республики, входящие в Приволжский федеральный округ, наши коллеги из Чувашии, Татарстана и Башкортостана. И вот сегодня мы собрались, чтобы, я не скажу подвести некоторые итоги, но сегодня мы собрались для того, чтобы еще раз обсудить те вопросы, которые возникли в ходе нашей совместной работы. В первую очередь, разрешите мне поблагодарить всех, кто смог сегодня приехать в Уфу. Не так много, как нам хотелось бы, но вот еще раз большое спасибо, что нашли возможность, что приехали. Это наши коллеги из Татарстана, наши коллеги из Кавказской республики, наши коллеги из Республики Северная Осетия, Алания. Часть коллег у нас находится на дистанционном формате. А в целом наша конференция, она транслируется и на YouTube-канале, и на других социальных сетях. Поэтому я еще раз благодарю всех за участие и призываю, действительно, сегодня у нас такой разговор заинтересованных людей, разговор тех, кому эти вопросы не безразличны, потому что действительно очень много возникает в ходе работы в каждом регионе. Мы смогли в этом убедиться, скажем, лично, когда ездили в эти регионы, мы, наши коллеги. И проблемы у всех, с одной стороны, одинаковые, с другой стороны, они совершенно разные. Но это, наверное, и не удивительно, потому что все 7 регионов, которые сегодня я уже озвучил выше, они все очень разные. В первую очередь, разные по своему национальному составу. Во вторую очередь, это территория. В третью очередь, третью особенность, наверное, кто-то занимается этими вопросами уже много лет целенаправленно. Например, я об этом могу сказать, наверное, в первую очередь о Республике Северная Осетия, где целая кафедра была, порядка 60 человек с 2005 года. Кто-то к этому подошел года 4-5 назад, например, наши коллеги с Татарстана, и занимаются этим вплотную уже, по другой немножко методике. Кто-то только начинает эту работу. И опять-таки в каждом регионе даже несколько моделей этого полилингвального образования. И, например, если взять даже нашу республику, то у нас полилингвальные школы есть башкирские, есть татарские, есть другие, и это тоже накладывает свой совершенно другой отпечаток. И поэтому еще раз говорю, несмотря на то, что вроде бы проблемы одни, но и задачи у нас стоят одни, но способы их достижения, безусловно, разные. И я надеюсь, что вот мы сможем поделиться теми положительными моментами, которые у нас мы увидели, так скажем, в ходе этого исследования. В целом, если так общие цифры говорить, буквально 3 цифры, мы 26 школ смогли проанализировать, это более 1000 школьников. Сразу хотел бы предупредить, что это не есть что это полностью репрезентативная выборка, нет, это пилотажное исследование, потому что это новая для всех нас проблема, сравнение особенно регионов, поэтому мы в этом году попробовали, мы опросили и учителей, мы опросили и школьников, мы протестировали школьников, и сегодня говорить о том, что данные наших исследований, они полностью так, как есть, нет, это пилотажно, потому что, еще раз говорю, всего 1000 школьников было опрошено из 7 регионов, но эта 1000 нам позволила выстроить тематику наших исследований, самое главное, стратегию наших исследований на 22 на 23 годы, для того, чтобы мы действительно уже могли получить объективные данные, которые бы отражали объективную картину не только в каждом регионе отдельно, но и в целом, наверное, по этой проблематике в нашей стране. И, уважаемые коллеги, разрешите мне
для приветствия предоставить слово первому заместителю министра образования и науки Республики Башкортостан Мавлютбердину Ильдару Маратовичу. Прошу вас, Ильдар Маратович. Добрый день, уважаемый Салават Талгатович, уважаемые гости, участники круглого стола. От имени Министерства образования и науки Республики Башкортостан, лично от имени министра образования и науки Республики Айбулата Акиловича Хажина, рад приветствовать всех участников круглого стола, посвященного проблемам и перспективам развития полилингвального и поликультурного образования в Российской Федерации. Хочу отметить, что Башкортостан – это полилингвальная, полиязычная, поликультурная, многонациональная и поликонфессиональная республика, в которой проживает более 100 народностей, 100 наций при общей численности более 4 миллионов человек. Действительно, поэтому перед нами стоит непростая задача построить инновационную систему образования, которая бы учитывала национальные и этнокультурные особенности нашего региона. Приобщение учащихся к культурному богатству народов республики, страны и мира средствами нескольких языков, знакомство с достижениями мировой культуры, воспитание учащихся в духе взаимоуважения и межнационального согласия – все это легло в основу концепции развития полилингвального образования в Республике Башкортостан. Открытие сети полилингвальных многопрофильных школ в соответствии с указом главы Республики Башкортостан Ради Фаритовича Хабирова является одним из стратегических направлений социально-экономического развития региона до 2024 года. Несомненно, мы считаем, что этот проект является очень актуальным и амбициозным не только для системы образования нашей республики, но и для всей страны в целом. Более того, сегодня полилингвальность позволяет выстроить один из основных векторов развития международного образовательного пространства. Полилингвальное образование становится востребованным трендом и в российском образовании. В городе Уфе в 2019 году в сентябре мы открыли 2 полилингвальные многопрофильные школы. Еще 2 полилингвальные школы появились у нас в городах Стерлитамак и в городе Нефтекамске. Сейчас в 4 школах обучается свыше 4500 обучающихся и работают более 200 педагогов. До 2024 года мы планируем открыть еще 13 полилингвальных школ. Таким образом, их общее количество станет 17. В 11 полилингвальных школах мы предусмотрели интернаты, что позволит обучаться в них не только ребятам из закрепленных территорий муниципалитетов, но также и из соседних регионов, которые граничат с Республикой Башкортостан. Это Пермский край, Оренбургская область, Курганская область, Челябинская область, Республика Татарстан, Свердловская область. Да, и это дает несомненные преимущества в деле развития полилингвального образования нашего региона. Полилингвальные школы Башкортостана – это, безусловно, самое современное образовательное учреждение, оснащенное по последнему слову техники, которые расположены в новых, современных, просторных, качественных зданиях. Модель полилингвального образования нацелена на качественную реализацию языкового образования. Здесь, конечно, важную роль играет и дошкольная и предшкольная языковая подготовка, углубленное изучение родных языков, английского языка, начиная с 1 класса, используя все возможности урочной и внеурочной деятельности, а также изучение 2-го иностранного языка. Преподавание ряда учебных предметов на билингвальной и полилингвальной основах, привлечение в качестве преподавателей носителей иностранных языков. Большое внимание уделяется и личностному развитию наших школьников, а также их воспитанию. Так реализуются инновационные проекты, как «Путь к успеху», проекты, инициированные главой республики «Взлетай», а также активное сотрудничество ведется с Московской школой управления Сколково. Кроме того, в полилингвальных школах республики открылись классы имени Героя Российской Федерации, нашего прославленного земляка, генерала-майора Минигали Шаймуратова, где приоритетом является, помимо углубленного изучения языков, также воспитание в лучших традициях героической истории башкирского народа. Уважаемые коллеги, уважаемые участники круглого стола, я хочу пожелать вам всем плодотворной работы, новых инициатив, а также успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо. Рахмат. Спасибо большое, Ильдар Маратович. Но я хотел бы коллегам сказать, что в очном режиме у нас Розалия Расиховна, здесь присутствует начальник отдела министерства, кто непосредственно ведает, да, и начальник управления Ильдар Арадович буквально когда? Сколько дней? Недель, да? Там буквально... Меньше 3 дня, да. Да. Сколько?
С понедельника. С понедельника буквально новоиспеченный, но он возглавлял как раз первую полилингвальную школу, открывшуюся в республике, 44-ю, поэтому в проблему погружен. Я думаю, что будет у нас диалог такой серьезный. Поэтому еще раз большое спасибо, Эльдар Маратович, за возможность подключения. Я надеюсь, что наше взаимодействие с Министерством образования и науки республики не только в этом направлении, оно с каждым, так скажем, днем будет углубляться. Рахмат. И, коллеги, спасибо. Еще хотел бы сейчас с большим удовольствием слово предоставить ректору Чеченского государственного педагогического университета Исмаилу Баудиновичу. Здесь я бы отметил, что Исмаил Баудинович не просто, так скажем, ректор, да, выросший в стенах вуза. Нет, это до недавнего прошлого министр образования Чеченской Республики, который тоже на протяжении многих лет вместе с университетом занимался как раз внедрением полилингвальности и переформатирования системы образования Чеченской Республики в школах. Именно. Поэтому и большие глубинные познания, так скажем, с научной точки зрения, с организационной, но и непосредственно на местах. Поэтому с большим удовольствием, Исмаил Баудинович, разрешите слово предоставить вам. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что вы меня слышите меня нормально. Нормально, что слышно, Рахмат. Я искренне рад приветствовать участников научно-методического семинара, желаю плодотворно работать данному форуму. В современной социокультурной ситуации, в условиях глобализации, цифровизации и массовизации образования важно формировать личность в многомерном пространстве. В этом смысле важным является поликультурное образование, суть которого состоит в приобщении к различным культурам, формировании общепланетарного сознания, позволяющее тесно взаимодействовать с представителями различных стран и народов, интегрироваться в мировое общеевропейское культурно-образовательное пространство. Основная концептуальная идея – открытость, диалог культур, культурный плюрализм. Необходимость внедрения полилингвального образования продиктована активным интеграционным процессом в культурной, социальной, экономической и политической сферах мирового сообщества и прежде всего в многонациональном российском социуме. Полилингвальность открывает более широкий доступ к информационным, коммуникативным каналам, способствует многостороннему развитию личности, мультикультурном обществе и восприятию реальности через призму различных языков. Миграционные процессы стали еще одним весомым аргументом в пользу внедрения системы поликультурного образования, когда в классе присутствуют представители разных национальностей, и здесь учитель должен быть готов к умению профессионально, грамотно выстраивать отношения с обучающимся на основе принципа диалога, толерантности, принимая ребенка таким, какой он есть, отойдя от стереотипов. Развитие полилингвального образования требует всестороннего изучения и общения и систематизации положительного педагогического опыта региона, разработки социальных подходов к реализации. В контексте вышеизложено особую значимость приобретает реализация проекта сравнительный анализ практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образования на примере Республики Башкортостан, Татарстан, Северной Осетии, Саха-Якутии и выполнены Башкирским государственным педагогическим университетом имени Акмуллы. Полилингвальность сегодня – это веление времени. Молодое поколение должно осознать, что полилингвальный выпускник конкурентоспособен, если он владеет продуктивным полилингвизмом. Наряду с информационными и коммуникативными компетенциями сегодня поликультурность определена и мировым образовательным сообществом как базовая компетенция образования и одно из главных направлений формирования мирового образовательного пространства. Полилингвальность предполагает толерантное отношение к языковым, культурным, к различиям, формирует у подрастающего поколения культуру межнационального общения. Мероприятие, проведенное в рамках реализации проекта Башкирским государственным педагогическим университетом, мониторинг владения русским языком среди обучающих, разработки методических рекомендаций и других сопроводительных материалов для развития полилингвального образования в России будут способствовать созданию языковой базы для обеспечения качественной образовательной деятельности. И полилингвальные, и поликультурные образовательные модели могут дать особые языковые условия для обучающих национальных регионов России, что особенно сегодня важно. Уверен, что реализация полилингвальной модели поликультурного образования в национальных республиках Российской Федерации выполняет архиважную задачу современного педагогического университета –
формирование личности учителя, отвечающего вызовам времени и развивающего вместе со своими учениками в условиях многообразия культуры языковой конфессии. Поэтому желаю своим коллегам в этом самом архиважном деле успехов, и, конечно, мы всегда на связи. Рахмат, большое спасибо, Михаил Будинович. Действительно, и вообще всем коллегам, вот в вашем лице, коллегам-ректорам разных университетов, не только педагогических, потому что напомню, что мы наше взаимодействие в регионах выстраивали через вузы, да, что не было, что пришел Башкирский университет в регион и занимается там. Нет, это Чеченский педуниверситет, это Осетинский, Северо-Осетинский пединститут, это и Кабардино-Балкарский госуниверситет, и Федеральный университет Якутский, и Казанский, Поволжский федеральный университет, и наши коллеги из Чувашии педуниверситета. Вот еще раз благодарность хотел бы быть ректором и министерством, потому что мы с самого начала, первый наш заход, это был, когда мы общались именно с ректорами и с министрами этих регионов, дабы совместно, так скажем, вот, максимально без сопротивления, максимально позитивно, понимая, опять-таки, учитывая, что понимание на местах гораздо больше, нежели мы просто приехали. Поэтому та помощь, которая оказывалась и будет оказываться, в большей мере, она очень нам важна и необходима. Еще раз большое спасибо, Исмаил Будинович. Уважаемые коллеги, несколько слов буквально о порядке работы. Предлагается у нас до 14:00, 14:15 провести заседание круглого стола, далее перерыв на обед, и дальше уже дискуссионная часть круглого стола, она уже только не в широком масштабе будет, тут уже мнение специалистов, уже непосредственно рабочее совещание и подведение итогов мы планируем где-то к 16:00 по уфимскому времени завершить нашу работу. Открыть основным докладом просил бы выступить сейчас Тихомирова Татьяна Николаевна, это доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, профессор РАО, замдиректора по научно-организационному развитию психологического института РАО, главного научного сотрудника нашего университета. Тема Татьяны Николаевны — индивидуальное различие в обучении языку, исследования в интересах развития поликультурного образования. Но, Татьяна Николаевна, прежде чем вы приступите к вашему докладу, разрешите от себя лично, от имени всех присутствующих, еще раз поздравить, коллеги. Буквально недавно Татьяна Николаевна и ее коллеги были удостоены премии правительства Российской Федерации в области науки. Давайте поздравим еще раз, пожелаем всего доброго. Мы благодарим вас за то взаимодействие, за то сотрудничество, которое нас с вами связывает в рамках нашего проекта. Очень, опять-таки, уверен, что мы и дальше будем работать. Еще раз поздравляю, Татьяна Николаевна. Спасибо. Спасибо. Вам. Спасибо большое, Салават Талгатович. Я только немножко поправлю, что премия правительства в области образования, что я думаю, что не менее ценно, а даже более важно в рамках вот моей научной работы. Я, коллеги, попрошу сейчас предоставить мне право продемонстрировать экран, то есть у меня будет презентация. Могу ли я это сделать? Нормально, Татьяна Николаевна, ребята говорят. Можно, да? Да. Так, видно, коллеги? Было видно, куда-то исчезло все. Так, сейчас я смотрю. Вот ведь пандемия. Конечно, ничего хорошего в нем нет, но, по крайней мере, научная конференция, она позволяет теперь проводить с участием, так скажем, раньше времени говорили, нет, или еще что, а сейчас позволяет вот и так выступать. Татьяна Николаевна, прошу, спасибо. Салават Талгатович, видно сейчас презентацию? Да, все видно, спасибо. Да, все видно. Я тогда начинаю. Ой. Уважаемые коллеги, я хотела бы в своем докладе представить свои собственные исследования, посвященные проблеме индивидуальных различий в обучении языку, в школьном обучении языку. Эти исследования, несомненно, важны не только в фундаментальном научном плане, но и в интересах развития поликультурного образования. Коллеги, помогите, пожалуйста, листать слайды.
Да, все. Проблема научных основ управления образования является актуальной и связана с противоречием прежде всего между огромными государственными ресурсами, направленными на повышение эффективности, успешности в обучении каждого ученика. Так мы все прекрасно знаем, что вводятся новые предметы, программы, цифровые учебники, реализуются инновационные программы образования. И отсутствием научной доказательной базы, подтверждающей положительные или, напротив, отрицательные эффекты введения образовательных инноваций в масштабах страны. Кроме того, нужны научные аргументы долгосрочных эффектов от введения образовательных инноваций. Так, например, не изучены эффекты обучения младших школьников учителями-предметниками, как это стало модно в некоторых школах, а не учителям начальных классов, как это было традиционно, на успешность и психологическое благополучие учеников в ходе обучения в средней школе. Вместе с тем, в настоящее время исследования в сфере наук об образовании характеризуются отсутствием координации при выполнении научных и мониторинговых исследований в различных общеобразовательных организациях, разрозненностью протоколов и методического сопровождения образования, недостатком совместных научных исследований на базе организации различных ведомств. Все эти обстоятельства приводят к сложности в понимании региональной, социально-культурной специфики и невозможности объединения исследовательских результатов для выработки научно обоснованных управленческих решений в сфере образования. Успешность в обучении, в школьном обучении связана с психологическим благополучием ребенка в настоящем, является показателем психического и физического развития во взрослом возрасте, предиктором социально-экономического благополучия во взрослом жизни. Кроме того, успешность в обучении, в том числе и языку, определяет социальный статус ребенка в классе и школе, тесно переплетаясь с понятиями способного, не люблю этого слова, но неспособного ученика, творческого или нетворческого ученика. Кроме того, в настоящее время школьная успеваемость воспринимается как индикатор социально-экономического статуса семьи ребенка. Эта проблема индивидуальных различий в школьном обучении языку всегда содержится в вопросах педагогов, тех людей, которые непосредственно работают с детьми на всем протяжении школьного образования. Ну, например, как учить детей в одном классе, столь сильно различающихся друг от друга, например, по скорости реакции. Или более сложные вопросы, почему из двух детей на отлично обучающихся в начальной школе один продолжает отлично учиться дальше в средней школе, а другой нет. Все эти исследования, несомненно, все эти вопросы требуют научных исследований в сфере образования. Эти вопросы касаются фундаментальной научной проблемы индивидуальных различий. Мы все с вами прекрасно знаем, что вот решение этой проблемы лежит в основе повышения эффективности любой национальной системы образования. При этом широкий диапазон индивидуальных различий в обучении наблюдается в каждом классе, у каждого учителя, в каждой школе, в каждом регионе России. Наши исследования направлены на поиск факторов индивидуальных различий в обучении, в том числе и в обучении языку. При этом мы всегда подчеркиваем необходимость междисциплинарного характера научных исследований в сфере образования. Важно изучать социальные факторы, и культурные, и регионоспецифичные, и факторы воспитания детей в семье. Кроме того, важны и биологические факторы, физиологические, биохимические, генетические. Кроме того, непосредственно сегодня я буду говорить об изучении индивидуально-психологических факторов. Это когнитивные и некогнитивные характеристики школьников. Несмотря на то, что
успешность в обучении языку зависит от множества факторов, ведущее место здесь занимает когнитивное развитие. Так, согласно мета-анализам исследований, до 63% индивидуальных различий в обучении языку определяется невербальным интеллектом, скоростью переработки информации, зрительно-пространственной рабочей памятью и новым для российской психологии понятием это чувство количества, чувство числа, которое связано не только с математикой, но и с восприятием и с изучением языков. Для решения этих вопросов нами организован лонгитюдный проект, лонгитюдное исследование, суть которого в многократном измерении психологических признаков у одних и тех же детей на всем протяжении школьного возраста, с 1 по 9 класс, или если ребенок идет в 10-11, в 10-11. Это исследование носит кросс-культурный характер, и в процессе работы изучаются индивидуально-психологические особенности, образовательные особенности школ, это и учебные программы, и квалификация педагогов принимается во внимание, и формальные характеристики образования, это в том числе и количество учеников в классе. Ну и, конечно же, большое внимание уделяется детско-родительским отношениям и социально-экономическому статусу семей. Как я уже сказала, что исследование носит кросс-культурный характер, в нашем проекте участвуют дети из 2 школ. Одна из школ находится в Российской Федерации, а другая в Кыргызской Республике. Почему Кыргызская Республика? Ну, во-первых, как бывшие республики Советского Союза, Россия и Кыргызстан имеют сходную систему образования. Мы можем здесь сравнивать результаты и учебные достижения школьников. Кроме того, 2 страны различаются по социально-экономическому статусу и уровню качеству школьных достижений обучающихся. В нашем проекте школьники выполняют интересные задания. Эти задания, во-первых, надежные, валидные и компьютеризированные, что тоже очень важно в нынешних условиях, в том числе и сложных эпидемиологических. И, конечно же, ребятам их интересно выполнять. Это очень важно, потому что дети делают это каждый год. Здесь представлено задание на определение зрительно-пространственной рабочей памяти. В нашем проекте анализируются лонгитюдные данные, прежде всего связанные с выстраиванием, с построением индивидуальных траекторий развития и анализу факторов, приводящих к росту, стабилизацию и снижению показателей психического развития. И, конечно же, мы изучаем долгосрочные связи между развитием, ну, например, в начальной школе и особенностями обучения в более старших возрастах. Это важно, потому что, как я уже сказала, что существует проблема научных основ управления образованием, и только научно обоснованные управленческие решения должны вводиться в систему школьного обучения. Кроме того, мы анализируем и кросс-секционные данные проекта, собранные единовременно в каждый учебный год. На слайде представлены данные учеников, более 1000 учеников одной общеобразовательной организации. Эти данные представляют и приближают нас к изучению так называемого портрета современного российского школьника. Сколько детей выражает позитивную мотивацию к обучению, сколько детей имеют крайне низкие показатели, например, скорости переработки информации или рабочей памяти, которые очень важны для успешного изучения, в том числе и языка. Вот сейчас на слайде вы видите данные по мотивации к изучению школьных дисциплин. Если вы обратите внимание на русский язык и литературу, то уже 15% младших школьников фактически к концу начального обучения демонстрируют низкую мотивацию к изучению языка. Но если вы посмотрите по другим дисциплинам, ситуация с языком не так уж плоха. Так, если мы увидим естественно-научные дисциплины, биология, химия, физика, но в начальной школе это окружающая
окружающий мир, что практически 30% младших школьников, уже 34% подростков демонстрируют низкую мотивацию изучения естественно-научных дисциплин, ну и математики тоже вот получается такой значимый показатель. Теперь вот как раз на кросс-секционных данных мы изучали модели связи когнитивных функций и общей академической успешности. И что же мы показали? Мы показали, что роль когнитивного функционирования в успешности обучения, в том числе основанной на успешности обучения родного языка, снижается на протяжении школьного общего образования с 35 до 12%. На слайде сейчас будет представлена модель, структурная модель связи когнитивных характеристик и успешности обучения. Я прошу прощения за английский язык, это взята диаграмма из наших недавних публикаций. Я просто расскажу, что в основе как бы вот этой модели лежит скорость переработки информации, которая вносит вклад в развитие общих когнитивных характеристик интеллекта, рабочей памяти и чувства количества, которые в свою очередь способствуют успешности или неуспешности обучения, в том числе основанные на успешности обучения языку. Мы посмотрели эту модель и поняли, что в старших классах лишь 12% дисперсии успешности в обучении объясняется когнитивными показателями. И изучили эффекты некогнитивных предикторов, то, что очень важно для школьного обучения также. Например, личностные черты, это мотивация, это регуляторные характеристики ребенка. И мы посмотрели при введении интеллекта и личностных черт большой пятерки, мы видим, что только добросовестность, уважаемые коллеги, из 5 личностных черт напрямую влияет на успешность в обучении, в том числе и русскому языку. По сути, это очень объяснимо, да, дети независимо от интеллекта, те дети, которые стараются, выполняют тщательно рекомендации учителя, они у нас и показывают более значимые результаты в школьном обучении. Дальше мы понимаем, что на взаимосвязи между психическим развитием, когнитивным развитием и успешным обучением языку влияет ряд факторов. Так, например, кросс-культурные различия, о которых сегодня говорили коллеги в своих приветствиях. Мы показали в наших исследованиях, что существует 2 типологии развития психологических признаков. Это рост, если вот здесь увидите, и отсутствие роста. Фактически 79% респондентов нашей выборки демонстрируют прирост показателей когнитивного развития, связанного с восприятием несимволически выраженных количеств. Но есть 21% детей, которые не демонстрируют прироста этого показателя. И наша задача сейчас понять, а почему при том, что дети фактически на 1-м году обучения не различаются, у одних происходит приращение, у других в условиях школьного обучения в начальных классах этого прироста не происходит. И вот обратите внимание на этот слайд, мы здесь показали кросс-культурные различия. Но прежде всего я хотела бы отметить, что кросс-культурные различия в психологических принципах связаны прежде всего и объясняются различиями в качестве образования, условиях образовательной микросреды, то есть возможности образования в конкретной школе. Это очень важно, а главное, что вот в этой табличке, я тоже прошу прощения, английский язык, здесь мы сравнили обучающихся в Киргизстане, у которых родной русский язык, и это начальная школа, и родной киргизский язык. И мы видим, что вот по этому психологическому показателю нет различий между детьми, о чем свидетельствует, есть различия между российскими и киргизскими школьниками, что говорит именно о важности образования макроуровня и микроуровня, связанного с условиями обучения в конкретной школе.
Скорость переработки информации очень важна, как вы уже видели, для обучения языку. И мы здесь показываем, скажем так, даже опровергаем результаты иностранных исследований о том, что мальчики и девочки различаются. Да, мальчики и девочки различаются, но именно в каждый год обучения. Но темп и характер изменения этого признака, важного для обучения языку, не различается у девочек и мальчиков младшего школьного возраста. Кроме того, мы показываем эффекты взаимовлияния интеллекта, скорости переработки информации и рабочей памяти. Вот здесь мы показали, что статистически значимый прирост одного из когнитивных признаков наблюдается только для учеников с высоким уровнем скорости переработки информации и интеллекта, а для другого когнитивного признака, связанного с пониманием чисел, этот рост не зависел от базовых когнитивных функций. Мы показываем, и вот нам удалось в наших исследованиях визуализировать эффекты обучения. Обратите внимание, верхний рисунок, мы показываем, что в первый год обучения в школе, обратите внимание, насколько широк диапазон вариативности. А что происходит к 4 классу? А к 4 классу дети, которые показывали низкие значения в показателях, у них происходит интенсивный рост к 4 классу. Но это не для всех признаков. Если вы посмотрите на нижний рисунок, вы увидите, что диапазон вариативности в 1 классе остается к 4 классу практически не изменяется. И это тоже нужно учитывать при обучении языку. Также имеет значение показатель успешности. А что мы, собственно, чем мы меряем успешность? На чем мы основываемся в определении, что ребенок хорошо освоил язык или не очень хорошо? На учительской отметке это один подход, на стандартизированном тесте это другой подход, на государственном экзамене это третий подход. Вот эти данные, представлены на этом слайде, говорят о важности единого подхода между участниками исследований, участниками экспериментальных площадок для оценки успешности в обучении языку. Татьяна Николаевна, я о регламенте вынужден напомнить. Да, я сейчас заканчиваю. И, наконец, то, что непосредственно к теме нашего сегодняшнего семинара, мы изучили 2 группы, в которых язык обучения совпадает с родным языком. Это дети русскоязычные из России и русскоязычные из Киргизстана, и одну группу, в которой язык не совпадает с языком обучения. Это киргизоязычные дети из Киргизстана. И мы показали важность, опять-таки, скорости переработки информации. Мы показываем, что в ситуации, когда родной язык не совпадает с языком обучения, во-первых, требуются большие когнитивные ресурсы даже после 11 лет обучения. И важно, уважаемые коллеги, помогать таким детям осваивать не только родной язык, русский язык как неродной, но и обучаться по другим предметам, обучение на которых проходит на родном языке, на неродном языке. И важно, что скорость переработки информации актуализируется в структуре связи с показателем успешности обучения русскому языку, независимо от того, какой группе, языковой группе принадлежит язык. К романской, но вот мы изучали молдавский язык, и тюркский, это киргизский язык. Уважаемые коллеги, заканчивая свое выступление, говорить я, к сожалению, наверное, могу много, потому что исследований в психологическом институте проведено много, в том числе и по успешности в школьном обучении, но хочу лишь сказать, что все наши исследования направлены на достижение важнейшей цели любой национальной системы образования – повышение эффективности обучения каждого ученика, вне зависимости от того, совпадает ли его язык, родной язык с языком обучения и каковы его когнитивные, психологические, эмоциональные особенности. Поэтому, коллеги, я надеюсь на плодотворное сотрудничество
с университетом, с вашими коллегами, которыми вы работаете в плане вот, изучения поликультурного образования, и желаю успеха, плодотворного как бы обсуждения на семинаре. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. На самом деле, коллеги, вы, наверное, посмотрели. Это понятно, что за 15 минут невозможно там сильно углубиться, да. Но, по крайней мере, я думаю, особенно для директоров школ, да, вот те данные и для управленцев, они очень важны, которые вы дали. На самом деле, это наш следующий шаг, наверное, да, особенно, еще раз, для непосредственного руководителя школы. Мы, конечно, не делили и не делим детей по национальному признаку, да, но в то же время мы прекрасно понимаем, что это все, хотим мы того или не хотим, зависит. И, конечно, при выстраивании той или иной модели полилингвального образования мы должны учитывать эти факторы. Поэтому мы попросили, наверное, да, вот, Татьяна Николаевна, с вашего разрешения, мы ряд вот ваших проведенных вами исследований, вот этих выводы, которые вы сделали, потому что они действительно нам важны. Они даже нам важны в общении, назову так, с Министерством просвещения Российской Федерации, да, когда мы им что-то должны доказывать, и одно дело, там, если мы там будем об этом говорить со своего уровня, а другое, то, что вы уже много лет этим занимались, и показываете значимость владения и родным языком, и если это русский в том числе, и не родным русским тем более, да, вот сейчас вот идет перепись. Итоги переписи я не знаю, когда мы узнаем, но я больше чем уверен, что достаточно большое количество, наверное, людей не русской национальности в качестве родного языка запишут русский. И ничего удивительного в этом нет, наверное, да, потому что жизнь у нас так сейчас складывается, что многие люди, они не владеют там родным по рождению, для них становится родным и после рождения русский язык. Кстати, и это находит и отражение же и в тех системах, которые сегодня обучение в полилингвальных школах, которые применяются в регионах России. Мы вот дальше будем смотреть, будем слушать сейчас коллег, но вот там, в той же Осетии там две системы, да, вот Зарема Ринатовна, вы сейчас вот докладывать нам будете об этом. То есть нам действительно после того, вот это исследование, которое мы собрали сегодня, оно это только очень верхняя частичка айсберга, где мы должны посмотреть. А дальше мы должны прийти к тому, о чем говорила Татьяна Николаевна в своем выступлении, к индивидуальному образовательному маршруту каждого ребенка. Вот когда мы до этого дойдем в каждой школе, тогда, наверное, мы будем говорить, что мы максимально используем возможности того или иного региона, той или иной образовательной организации в зависимости от той социокультурной ситуации, в которой этот ребенок сегодня находится. Еще раз, Татьяна Николаевна, большое спасибо. Еще раз уверен в нашем дальнейшем общении, и на научной стезе, и в образовательной стезе. Еще раз поздравляю вас с этой высокой наградой. Спасибо вам большое. Спасибо, коллеги, спасибо большое. Ну а сейчас я, как уже говорил, анонсировал, хотел бы слово предоставить доценту нашего университета Зареме Ринатовне Киреевой. Непосредственно, Зарема Ринатовна, в скольких регионах побывали? Сама лично? Да, сама лично проехала Северный Кавказ. Вот, поэтому действительно мы не раз, могу сказать, коллеги, собираясь в рамках вот нашего университета с теми нашими коллегами, которые были по Поволжью, которые были у нас в Республике Саха, мы действительно изучали, мы сравнивали те системы, которые есть сегодня в регионах. Опять-таки говорю, похожих один к одному нет, и их не может быть, еще раз. Очень разная ситуация, но территория Республики Саха, если взять, там, наверное, если все наши республики сложить, остальные 6, мы, наверное, там еще несколько таких республик поместится, но в то же время население в этой республике гораздо меньше, чем в Татарстане, чем в Башкортостане, да, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, здесь сравнивать нельзя, каждый, опять-таки, исторически. Когда мы говорим сегодня о поликультурном, полилингвальном образовании, это какое-то, с одной стороны, это новое, с другой стороны, в национальных республиках это далеко не новое, да, то есть мы, вот, если 150 лет назад отойти, большинство из нас говорили на родном языке, писали арабской вязью, потом перешли на латиницу, потом перешли на кириллицу. Сколько во время этих переходов было утеряно, наверное, только Всевышний знает, но оно было. И когда сегодня там другие наши коллеги собираются переходить с кириллицы на латиницу, например, а много таких стран, я думаю, там тоже неизбежны потери, в том числе в культурно-духовном наследии, потому что это невозможно за
один за 2 дня, там, за несколько лет, это должна быть большая кропотливая работа. Опять-таки, с этого начиналось исторически. Если мы говорили раньше о том, что русский язык надо было отдельно преподавать, и во многих наших республиках были учебники «Русский язык в нерусской школе», он прямо так и назывался. Сегодня необходимости такой нет. Сегодня мы во всех регионах спокойно обучаем детей. Если мы раньше говорили о том, что русский язык требует дополнительного изучения, потом говорили, что требуют иностранные языки дополнительного изучения, сегодня мы говорим о том, что как-то незаметно подобралось так, что родные языки стали под угрозой изучения. Причем это не только, так скажем, вот в нашем регионе, мы часто и с чувашскими коллегами, и с татарстанскими коллегами об этом говорим. Наши коллеги Северного Кавказа говорят, вроде бы мононациональная республика, а в деревнях уже проблема у детей. Они не говорят или, может быть, говорят не так ясно, четко и много, как нам бы хотелось или как мы это представляем. Действительно, это каждый период времени в развитии истории свои вопросы ставит перед изучением языков. И поэтому сегодня вот полилингвальное образование, оно носит совершенно разный характер, опять-таки, в разных регионах. Кто-то уделяет больше внимания изучению родного языка, кто-то русского, а кто-то иностранных делает акцент. Сейчас Зарема Ринатовну попросим, да, вот Зарема Ринатовна, такой сравнительный анализ, да, тех моделей поликультурного образования, которые вот в этих 7 регионах есть, хотели бы, чтобы вы нам продемонстрировали. Прошу. Коллеги, позвольте начать с небольших определений. Да. Мы придерживаемся точки зрения тех авторов, которые под полилингвальной моделью поликультурного образования понимают образец образовательной системы, который позволяет формировать поликультурную личность или лингвокультурную личность через изучение языков и культур. И базовым принципом модели является функциональное многоязычие, когда каждый из языков выступает как в качестве языка изучения, так и в качестве языка обучения. И с позиции поликультурности специфика модели состоит в том, что образовательный процесс по всем предметам, в том числе и по языковым дисциплинам, проводится на культуросообразном дидактическом материале, который выстраивается по концептуальному принципу «малая Родина», «Россия» и «мир». И анализ публикаций в педагогической литературе показывает, что существует несколько моделей полилингвального образования. И в разных субъектах Российской Федерации каждая из моделей наполняется своим содержанием. И рабочая группа нашего университета приступила к исследованию данной актуальной проблемы. Сравнительный анализ практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образования на примере 7 субъектов Российской Федерации. И мы в качестве своих задач видели разработку диагностических материалов для проведения сравнительного анализа практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образования, проведение сравнительного научно-методологического анализа практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образования в указанных субъектах Российской Федерации и выявление наиболее эффективных моделей полилингвального образования. В рамках данного исследования на первом этапе нами проводился анализ нормативных документов и учебных планов ОМК, которые используются в образовательных организациях. И мы проводили круглые столы и беседы с педагогическим сообществом образовательных учреждений, а также, как мы уже говорили, проводили анкетирование, тестирование обучающихся. Таким образом, мы изучили опыт 7 регионов вот для данного этапа, для пилотного исследования. Это 3 республики Северного Кавказа, Чеченская республика, Кабардино-Балкарская республика и Республика Северная Осетия-Алания, Приволжский регион, Чувашская республика, республики Татарстан и Башкортостан и Республика Якутия, Саха-Якутия.
Необходимо отметить, что мы непосредственно выезжали в 26 образовательных учреждений и работали с педагогическим коллективом, с учащимися начальной и основной школы, работали с документами, с учебными планами, ОМК изучали и так далее. Как мы уже сегодня отмечали, социокультурный контекст данных республик довольно сильно отличается. И вот для лучшего понимания культурно-языкового и педагогического контекста реализации полилингвальной модели поликультурного образования необходимо отметить некоторые моменты. Во-первых, каждая из рассматриваемых нами республик многонациональна. То есть исторически на своей территории объединила множество народов, которые различаются по языку, культуре и вероисповеданию. Но процентное соотношение различных народностей разное в данных субъектах. Если, например, в Чеченской республике, Чувашской республике, а также в республике Северной Осетии, Алания, большая часть населения – это представители одной национальности, то, например, в Башкортостане нет ни одной национальности, которая бы преобладала по численности населения. И по плотности населения, по площади тоже эти республики различаются. Если даже посмотреть на количество, общее количество средних общеобразовательных организаций, мы видим вот большой разброс. Что касается нормативно-правовой базы и институциональной поддержки, то здесь во всех республиках, кроме Республики Северная Осетия, Алания, принят закон о государственных языках или о языках народов данной республики. Позиция же осетинского языка как государственного наравне с русским юридически закреплена статьей 15 Конституции Республики Северная Осетия и Алания. Во всех республиках на государственном уровне уделяется внимание проблемам образования и приобщения подрастающего поколения к ценностям национальной, общероссийской и мировой культуры. И необходимо отметить, что наиболее последовательно и системно над разработкой и реализацией полилингвальной модели поликультурного образования работали наши коллеги из Северной Осетии, Алании, и коллективом кафедры ЮНЕСКО по поликультурному и полилингвальному образованию Северо-Осетинского государственного педагогического института была разработана концепция развития полилингвального образования. И концептуальный принцип триады «Осетия, Россия, мир», положенные в основу данной модели, соответствуют естественным познавательным потребностям обучающихся и позволяет им осознать себя гражданами республики, России, мира. И осетинская культура вписывается в общемировое культурное пространство. Идеи поликультурного и полилингвального образования реализуются в данной республике как через содержание образования, так и через методически обоснованное соотношение языков обучения и изучения, а также через методику обучения. Кратко остановлюсь на концептуально обоснованных моделях обучения Северная Осетия, Алания. Это первая модель национальный, русский, иностранный, и второй русский, национальный, иностранный. Первая модель, как вы понимаете, она ориентирована на обучающихся, которые приходят в школу, уже владея своим родным языком. И обучение в первом, во втором классе всем предметам русского языка и литературного чтения на русском языке ведется на родном осетинском языке. С третьего класса подключается
русский язык при преподавании некоторых дисциплин, то есть вводятся термины, при повторении материала, изученного материала, немного уже начинают повторять, обобщать, систематизировать на русском языке. И к концу 4 класса, согласно данной концепции, учащиеся уже готовы к обучению на русском языке в основной школе. В основной школе большая часть предметов преподается на русском языке, но продолжает обучать на родном языке некоторым дисциплинам, таким как ИЗО, музыка и дисциплины краеведческого характера. И по данной модели иностранный язык со 2 класса изучается как язык изучения, а на старшей ступени предполагается изучение отдельных предметов или их разделов на иностранном языке. Что касается второй модели, то она ориентирована на учащихся, которые не владеют осетинским языком, и поэтому в 1 и 2 классе обучение ведется на русском языке, кроме предмета осетинский язык и литературное чтение на осетинском языке. В 3-4 классах начинает подключаться осетинский язык, и в основной школе по требованиям или теоретическим положениям данной модели, вернее, концепции полилингвального образования, уровень владения, а также вес русского языка в процессе обучения должен нивелироваться, то есть по 1 и по 2 модели. Здесь необходимо отметить, что вот соотношение языков, изучение, последовательность введения языков, действительно, она продумана методически, и очень большое внимание уделяется как русскому языку, так и родному языку учащихся. Для нас пока не очень, скажем, определен четко статус иностранного языка, и на практике нам не удалось именно в полилингвальных школах посмотреть, скажем, старший этап, где иностранный язык должен быть языком обучения. Необходимо отметить, что в полилингвальных школах, особенно тех, где обучаются по 1 модели, учащиеся учатся по ОМК, которые разработаны сотрудниками или под руководством сотрудников кафедры ЮНЕСКО. То есть все предметы или по большинству предметов ОМК разработаны с учетом принципов данной триады, о которой я говорил, и с учетом родного языка обучаемых, то есть какие трудности они будут испытывать при изучении русского языка или иностранного языка. Что касается второй модели, то здесь чаще всего, насколько мы выяснили, чаще всего работает по федеральным ОМК. И хотелось бы обратить внимание на то, что в Северной Осетии довольно хорошо продумано преподавание родного языка. Если, скажем, сравнивать, например, с нашей республикой, понятно, что здесь есть объективные факторы, которые от нас не зависят. Да? В Осетии в школах учащихся делят на изучение родного языка в зависимости от уровня владения. То есть у нас это не удается, поскольку в одной и той же параллели несколько языков. То есть и изучающие чувашский язык как родной, и татарский, и русский, и башкирский, и так далее. И, соответственно, все, кто выбрал чувашский язык, они в одной группе оказываются, независимо от того, в совершенстве владеет он устной речью, например, или же может что-то понимать из того, что ему говорят.
Если продолжить говорить о моделях, в Осетии во всех публикациях и авторы концепции говорят о 2 моделях, но мы еще изучали опыт школ с углубленным изучением иностранных языков, и мы можем выделить в качестве 3-й модели опыт данных школ. Почему? Потому что в этих школах также обучают детей родному языку, русскому языку и 1 или 2 иностранным языкам. И иностранный язык тоже в том числе выступает в определенной степени языком обучения. Есть элементы английского языка на уроках и в одной из школ, например. Затем страноведческого характера дисциплина тоже преподается на английском языке. И поскольку нужно быстро говорить, с позволения коллег Айдара Ильдаровича, я бы продемонстрировала ваш учебный план кратко для того, чтобы увидеть совершенно другую модель, полилингвальную модель поликультурного образования. И этот учебный план наглядно показывает соотношение языков. Зеленым выделены предметы, которые изучаются на родном языке, то есть на татарском языке, желтым на русском языке и красным на английском языке. Мы видим, что эта модель кардинально отличается от осетинской, потому что на английском языке уже преподаются некоторые предметы в школе и в основной школе также. Помимо того, что есть во внеурочной деятельности тоже дисциплины и спецкурсы. Вот это, простите, следующая модель. И я не буду останавливаться на различных вариантах моделей других, но хотела бы, поскольку это у нас формат круглого стола, остановиться на некоторых моментах, которые, возможно, будут еще обсуждаться. Во-первых, опыт показывает и анализ, что добиться результатов формирования лингвокультурной личности, владеющей несколькими языками и осознающей себя гражданином своей республики, своего народа, и в то же время понимающие традиции и ценности других народов, большие возможности дают школа полного дня, поскольку во второй половине дня есть возможность сохранять языковую среду, есть возможность приобщиться к традициям своего народа. Следующее. Если говорить о различиях моделей, остановлюсь, опять же, в Северной Осетии в большей степени акцент делается на родной язык и русский язык. Возможно, я в чем-то не права, меня подправят. В других регионах, в Татарстане, Башкортостане и в Саха-Якутии уже в начальной школе вводятся элементы обучения на английском языке, не языковых дисциплин. По поводу ОМК я уже говорила, и мы проблемные моменты видим в том, что какова роль и каков потенциал иностранного языка в полилингвальных моделях, какие предметы все же стоит изучать на иностранных языках, в какой степени это весь курс, или же определенные разделы во внеурочной деятельности, или же, возможно, в учебный план включается, но в части формируемой участниками образовательных отношений. И проблемный момент еще подготовка учителей, готовых преподавать предметы на родном языке или на иностранных языках. Это тоже большой вопрос и требует, скажем, проработки и подготовки учебных планов и так далее.
Спасибо, Дарья Маринатовна. На самом деле вот здесь, хоть и там больше, наверное, говорилось про Осетию, это именно профессору Камболову дань уважения. Действительно, человек занимается очень много лет. А вот те модели, которые были представлены, 3 модели, да, вот их можно охарактеризовать, вот национально русский иностранный или русский национально иностранный. 3-я модель, где больше упор на изучение иностранных языков, наверное, вот они общие характеризуют вот эти все наши 7 регионов. А дальше, я думаю, как раз в ходе круглого стола наши коллеги, которые представляют сегодня все регионы, они смогут какие-то свои особенности и тонкости сказать, потому что, а главную задачу, я думаю, обозначил Заря Маринатовна в самом конце своего выступления, это задача подготовки учителей для этих школ. Я, как ректор педагогического университета, могу сказать, что далеко не каждый выпускник нашего Института филологического образования и межкультурных коммуникаций, который в совершенстве может владеть английским языком, но далеко не каждый из них может быть серьезным методистом, прекрасным методистом и преподавать на английском языке те предметы. Потому что это требует дополнительной специфики. И, конечно, это задача, которая стоит сегодня перед нашими вузами и перед другими вузами. Здесь нам нужно в тесную работать с региональными министерствами для того, чтобы понимать, и готовить этих учителей целенаправленно, чтобы мы... я сам учился в английской школе, у нас была дисциплина техперевод. И вот здесь примерно то же самое должно быть, если человек... Либо он должен быть шикарным математиком и изучать английский язык дополнительно, в том числе техперевод, либо он должен быть шикарным лингвистом и хорошим математиком, которые могут преподавать и на родном, и на других языках. Поэтому действительно это очень серьезный вопрос, который, наверное, один из главных сегодня, который позволит любую модель сделать успешной. Не будет таких преподавателей, в какой бы модель мы ни пришли, она, конечно, не позволит развиваться полилингвальному обучению, тем более, как мы уже сказали, все наши республики, они все поликультурные. Спасибо большое еще раз. А сейчас слово я бы хотел передать нашим соседям практически в Чувашскую республику. Татьяна Витальевна Авани, это декан факультета Чувашской... Со связью еще ваши проблемы, да? Хорошо. Но если... Это у нас, наверное, снег сегодня выпал на проводах, поэтому у нас сегодня первый день республики выпал снег. Поэтому, видимо, какие-то проблемы определенные есть. Но сейчас тогда, Ольга Ивановна, я вас бы попросил выступить, Ольга Ивановна Михаленко, директор Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования Кабардино-Балкарского госуниверситета имени Бербекова, кандидат психологических наук, доктор акмеологии. Прошу вас, Ольга Ивановна. Салават Талхатович, спасибо вам огромное за предоставленную возможность участия в данном семинаре, за то, что пригласили. Вопросы, которые рассматриваются сегодня, являются очень актуальными, как и у нас в Кабардино-Балкарской республике, так и по всему Северному Кавказу. Будьте любезны, презентацию. Тимур, презентацию включаете, да? Где презентация? Последнее там у меня. И слово. Хочется отметить, что Кабардино-Балкария – это многонациональная республика, и полилингвальное образование является тоже актуальной проблемой. Сейчас, минуточку. И мне бы хотелось остановиться именно на основных тенденциях развития полилингвального и поликультурного образования в нашей республике. Я хочу обратить внимание, что также возникла необходимость создания эффективной модели полилингвального образования с использованием инновационных технологий, а также с творческим подходом и, конечно же, вдохновением педагогов, о котором говорил как раз сегодня Салават Талхатович.
Ну и актуальной задачей для руководства КБР является обеспечить успешную интеграцию в мировое образовательное пространство и обеспечение доступа учащихся к актуальной информации на любом из 4 языков – русском, кабардинском, балкарском и английском. Мы считаем, что раннее обучение языкам нацелено на воспитание полиязычной личности, освоившей ценности языка, готовой к социально-культурному взаимодействию на родном и других языках и способной общаться с окружающими вербальными и невербальными средствами. Для современного поликультурного пространства Кабардино-Балкарии в условиях глобализации характерно это возрождение и обновление национальной культуры в ее исторических традициях, моральных ценностях человека, для передачи их будущим поколениям в рамках демократического развития народов Кавказа. Кабардино-Балкарская республика – одна из 89 субъектов Российской Федерации, в которой проживают представители разных национальностей. Уже само название республики символизирует наличие в ней 2 субъектообразующих народов – это кабардинцев и балкарцев, издавна населяющих данную территорию, имеющих много общего в области как материальной, так и духовной культуры, но отличающиеся друг от друга языком. Ну, языковая жизнь Кабардино-Балкарии на современном этапе относится благополучно, и вопросы в республике являются также полилингвального образования предметом пристального внимания. Была выработана новая национальная языковая политика. В 1995 году был принят закон о языках народов КБР, который провозгласил русский, кабардинский, балкарский языки государственными. Разработана и принята государственная программа. В республике создана учебно-методическая база, которая должна обеспечить комплексное обучение на родных языках, изучение фольклора, литературы, народов, культуры и так далее. На государственных языках выходят газеты, журналы, издается художественная литература, ведется радио и телевещание. Но остаются актуальными проблемы снижения уровня владения национальными языками, ограничения их социальных функций, лингвоэкологических и лингвосоциальной защиты русского языка как государственного и языка межнационального общения, недостаточного развития кадровой и материальной базы для создания условий изучения государственных языков, стилистической и терминологической системы кабардинского, балкарского языков как государственных. Но учитывая актуальные проблемы поиска гармонизации и гармоничного развития сочетания функций языков титульных народов республики, национального общения, предлагается подойти к решению проблем дифференцированно. Учебные заведения Кабардино-Балкарии являются главными структурами, где проводится целенаправленная объединяющая миротворческая политика. Следовательно, образование может помочь обществу воспитать молодежь в духе гуманного отношения к представителям иных культур и найти эффективные способы снижения межнациональной вражды, которые могут быть применяемы в социальной сфере. В настоящее время министр просвещения и науки по делам молодежи КБР Анзор Езавов на этой неделе говорил о том, что разработка и издание учебников по национальным языкам кабардино-черкесском и балкарском для 1-4 классов уже осуществлен. И на этой неделе все языки, то есть все учебники были розданы по школам. И идет плавное обновление и линейки учебников по родным языкам, по предметам этнокультурной направленности.
21 тысяча обновленных учебников для 1 класса по родным языкам и литературе и 35 тысяч учебников для основного и общего образования, в том числе по предметам этнокультурной направленности, передаются в общеобразовательные организации республики. Работа по разработке учебников по родным языкам и литературе для 5, 9, 10, 11 классов, а также по предметам этнокультурной направленности продолжается. В крупнейшем вузе региона КБГУ, ректором которой является Юрий Камбулатович Альтудов, где обучаются около 17 тысяч студентов из 41 субъекта Российской Федерации и 43 зарубежных государств, реализуется новый подход к использованию традиционных ценностей культуры, включающий в себя активное изучение культурного наследия и религиозных ценностей. В современном обществе этническая роль культуры и искусства возрастает, приобретает характер органичного взаимодействия этнических, межнациональных и общечеловеческих компонентов. КБГУ в рамках фестиваля русского языка и культуры «Мы, россияне» проводится как образовательные мероприятия, которые нацелены на повышение интереса к проблемам преподавания русского языка, распространение инновационного педагогического опыта в условиях поликультурной и полилингвальной среды, так и научные исследования в рамках научного направления «Русский язык в полиэтнической среде», посвященные различным аспектам формирования билингвальной, полилингвальной личности в контексте этноязыковой ситуации Кабардино-Балкарской республики. Учеными КБГУ билингвами рассматриваются как объединяющие начало различных социокультурных сообществ Северного Кавказа. У нас в КБГУ в рамках программы Международной летней школы «Корни дружбы наших народов в нашей истории», включающий научный семинар «Русский мир» в многонациональном поликультурном пространстве, проводит также мастер-класс от понимания конфликта к миру и согласию и экскурсию «Поликультурный мир» и другие мероприятия. В КБГУ сегодня проходит Всероссийская научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы современного социально-гуманитарного знания», в ходе которой обсуждаются актуальные проблемы и передовые практики поликультурного образования. Ректор КБГУ Юрий Камбулатович Альтудов считает важным и современным реализацию исследовательского проекта для развития национальных языков и культур в регионах Российской Федерации. Педагогическое сообщество Кабардино-Балкарской республики готово к взаимодействию с коллегами из Башкирии по дальнейшему развитию полилингвального и поликультурного образования в регионах. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Ивановна. Пожалуйста, передайте самые теплые пожелания Юрию Камбулатовичу, наше уважение. Вот вы на самом деле подняли еще один вопрос, который в своем выступлении, на мой взгляд, очень серьезный. Это позиция русского языка. На сегодняшний день анализировал, давайте так скажем, у нас есть закон о культуре Российской Федерации, который принят в 1992 году. И в этом законе о культуре язык не отмечен вообще. То есть на государственном уровне нет понимания или принятия того, что язык является не просто там частью культуры, а неотъемлемым элементом развития любого народа. Как-то это нивелировалось в 2014 году, когда Путин подписал такой документ, который называется «Основы культурной политики Российской Федерации». То есть если в законе о культуре культура рассматривается, извините за сравнение, песни и танцы только, да, то есть, а вот уже в основах культурной политики там уже, так скажем, более системный подход, и там язык тоже рассматривает, и вернее, там язык только там рассматривается и обозначается как неотъемлемая часть культуры. И я проанализировал программы развития культуры и искусства всех 85 регионов Российской Федерации, и могу вам сказать, что лишь в 2 регионах
Российской Федерации в региональных программах записано черным по белому, что одной из задач является развитие русского языка. Еще в 20 регионах это обозначено в части, по большей части 10 там, национальных республик, что в культуре и искусстве, в развитии культуры и искусства важную роль имеет значение развития государственных языков субъектов Российской Федерации. То есть можем предполагать, что в том числе и русского. Да? Но как бы то ни было, коллеги, там 22 региона из 85 говорят, только 22 в своих документах, что необходимо развивать русский язык. С одной стороны, да, вроде бы на русском языке мы говорим всем, но я уже выше говорил, обозначал, что по большому счету у нас на русском языке на планете Земля разговаривает не так много людей. Если английский и китайский проблем не имеет, наверное, да, то проблема русского языка есть. Все, даже те бывшие регионы Советского Союза, которые сейчас отдельные страны, ситуация с русским языком, везде разная. Да. Есть регионы, которые с русским уже тяжело, и в моей командировке, в общении иногда приходится общаться где-то с кем-то даже больше на английском, чем на русском, с кем-то на родном башкирском, благо он позволяет общаться с представителями тюркоязычных стран и народов, но вот позиция русского языка достаточно, они ослабевают, да, вот в международном пространстве, и поэтому, наверное, неудивительно то, что президентом страны ведется большая работа по поддержке русского языка. А почему я считаю важным, архиважным поддержка русского языка, потому что без поддержки и развития русского языка ни один язык народов Российской Федерации развиваться не будет. Потому что, как бы то ни было, мы с вами все находимся в кириллице, раз, и самое главное, русский язык – это язык нашего межнационального, межкультурного общения всей страны. Поэтому, конечно же, когда мы говорим об исследовании, которое мы проводили, да, мы в этом году, когда анкетировали ребят, школьников, мы смотрели большей частью, это родной язык и английский язык, а русский мы оставили на следующий год, потому что я считаю, что обязательно нужно изучать и вот эту ситуацию, а как с русским в тех или иных регионах, потому что, еще раз, это очень важно, и в том числе для того, что мы говорили вот в тех моделях полилингвального образования, национальное, русский, иностранное, да, что да, мы представители каждого своего народа, мы представители одной большой страны, которая называется Россия. И здесь, конечно, серьезное внимание нам нужно уделять. А сейчас я бы хотел, никак пока, да, хотел бы тогда, чтобы от Поволжья далеко не уходить, хотел бы слово, Айдар Эльдарович, представить вам. Это директор полилингвального комплекса «Адамнар». Я в этом комплексе был до ввода и еще его. Это действительно гигантский большой комплекс. И здесь даже не столько в комплексе, сколько, наверное, в подходе идеологам, основателем этого подхода, куратором, каждый день Ментимир Шарипович, да, интересуется, зная его, является первый президент Татарстана Ментимир Шарипович Шаймеев, который наряду со многими проектами в социокультурной сфере, реализуемых в нашей братской республике, особо уделяет внимание. Именно он был инициатором развития полилингвальных школ в Татарстан. Именно он сегодня и продолжает эту работу, естественно, при непосредственном участии президента Республики Татарстан Миниханова. Александр Григорьевич, прошу прощения, с головы вылетело, да. Поэтому, действительно, кто был в школе Адамнар, он знает какой-то большой, серьезный комплекс. Он, опять-таки, какая была большая работа проведена и до его открытия. Наверное, вот Айдар Эльдарович, он больше расскажет, но там не один год готовились к открытию этой школы, и не только этой школы, да, там сеть, опять-таки, по республике этих школ. Сегодня вот спасибо, что приехали. Айдар Эльдарович, слово вам. Хайриканнер, добрый день, всем, кто слушает. Мы немножко последнюю версию того, что сейчас вам покажем, делали уже для презентации на Дубай-Экспо. На прошлой неделе мы это там показывали, поэтому здесь будет опора на английский язык, но я думаю, что вам будет более чем понятно, а раз уж аудитория в основном русскоязычная, то вещать я буду вам на русском языке, а не на английском. В октябре 2018 года Ментимир Шарипович действительно объявляет о создании проекта «Полилингвальная школа». И исходит из того, что тех событий, которые несколько способствовали пересмотрению позиций изучения государственных языков Республики Татарстан. И, соответственно, это был тот ответная реакция на то, как сделать так, чтобы сегодня содержался равный баланс языков, потому что вся политика
при Ментимер Шариповиче на протяжении последних 30 лет республики – это строгая, выверенный баланс между интересами различных этносов и конфессий. Для того, чтобы начать вообще понять, как мы писали концепцию школы для Ментимера Шариповича, я предлагаю погрузиться в философию школы и на 2 минуты посмотреть видеоролик. Пускайте, что ли? Надо с самого начала, from the very beginning, please. Так и должен быть? Нет, definitely not. Поэтому, когда вот после первого нашего, вообще в ноябре мне посчастливилось попасть в кабинет Ментимера Шариповича, ему рассказал о том, какая школа должна быть мультилингвальная в нашем понимании. Вообще вот мы, конечно, в своей школе хотя и называемся полилингвальной, но как опирающиеся на современную лингводидактику мировую и на концептуальные документы ЮНЕСКО, мы все же чаще в школе используем термин multilingual, да, потому что слово «поли» – это греческое слово, лингва латинское, и сочетание греческого и латыни получается какая-то неправильная терминологическая вещь. Поэтому вот мультилингвальное образование вообще на рубеже 19-го, на рубеже 20 века появилось и было объявлено ЮНЕСКО как прежде всего вызов современности, который способствовал бы сохранению и развитию интенсивному региональных языков. Вот если мы посмотрим с вами, мы вообще концепцию этой школы, да, у нас очень углубленное изучение английского языка, да, мы really teach subjects in English and pay much attention to English, но прежде всего в краеугольный камень всей школы и всей воспитательной работы стоит становление прежде всего юного татарстанца, опирающего на его собственный многовековой, более чем тысячелетний исторический и культурный код. Потому что как только мы отрываем ребенка от исторического кода, присваиваем его другой языковой код, появляются колоссальные проблемы. И никакой другой языковой код, будь то англоязычный, в данном случае, или любой другой языковой код, как не родной, не способствует. Об этом еще говорил Константин Дмитриевич Ушинский в своей замечательной статье «Родное слово». Что за технические проблемы у нас, Руслан Рамилович? Тогда давайте я пока вещаю, а потом уже будем быстро смотреть. Итак, соответственно, и вот почему же понятно, что существует мировая доминанта, понятно, что сегодня и позиции, казалось бы, такого большого языка в Российской Федерации, как татарского, который занимает 2-е место по распространенности и по числу говорящих в Российской Федерации сегодня, они действительно достаточно уязвимы, потому что... Нет? Позвони Айдару Фердинандовичу, пожалуйста, пока я разговариваю. Руслан Рамилович. И у тебя же... И вот, соответственно, нам бы очень... Позиция языка становится уязвимой, потому что дети сегодня, приходя в школу, даже если они, например, и владеют своим родным языком, в условиях современной глобализации они не являются только носителями одного языка, потому что они с самого раннего детства знакомы и с русским языком, да многие из них знакомы благодаря родителям и постоянным путешествиям и с рядом других иностранных языков. И еще с рядом других родных языков, с учетом многонациональности Татарстана. Да, или поэтому, соответственно, когда Ментимер Шарипович сказал, а как школу мы назовем, я ему сказал, что, наверное, самое лучшее название поэтапное, которое показывало бы философию школы, это все же Адемнар. На всех тюркских языках Адемнар означает «шаги вперед», а в школе должно быть заложено именно это философское понимание, что школа движет ребенка, его личность к развитию. Но и Ментимер Шарипович человек очень мудрый, он поставил двоеточие, сказал «путь к знаниям и согласию». Вот так и появилось название школы «Адемнар. Путь к знанию и согласию». Концепцию мы писали ему лично, писал месяца 3, он правил, читал, исправлял, карандашом смотрел,
писали, делали, рождалась она от 100 страниц до 8, и в итоге родился тот проект, который потом был утвержден приказом Министерства Республики Татарстан уже в апреле 2020 года. А, соответственно, в течение года, в 2019 году мы начали проектировать нашу школу. В феврале впервые сели за стол с архитекторами, а уже в сентябре 2020 года, в прошлом году, мы открыли школу. Но школа открылась тоже не случайно, на базе 165-й тогда муниципальной школы, потому что на протяжении всех лет, по большому счету, нашей работы в стенах 165-й школы, а там я сегодня 15 лет как директор, да и до этого предшествия моей работы, мы так или иначе реализовывали концепт полилингвального обучения. Будь то в той деятельности, когда я работал в 68-й школе, мы всегда преподавали предметы на английском языке и уделяли бережное внимание изучению родного языка. Поэтому, когда Митимир Шарипович первый раз приехал в 165-ю школу, он был поражен тем фактом, что несмотря на то, что только 31 или 32% на тот момент у нас было татароязычных детей, школа поголовно говорила по-татарски, несмотря на то, ты русский или еврей, и школа действительно говорила по-английски. Но это исходит прежде всего из того педагогического кредо, который мы воспитывали в коллективе. И когда в финале 2016 года на Всероссийском конкурсе «Директор года» я защищал концепцию нашей школы, уже тогда мы ее называли полилингвальной школой. Хотя по факту, конечно, на тот факт мы были просто муниципальной школой автономной с углубленным изучением английского языка. Поэтому на самом деле в жизни ничего случайного не происходит. И так родилась наша идея. Когда мы создавали концепт полилингвальной школы, Митимир Шарипович сказал, что прежде всего с учетом большой географии Казани, с учетом разных образовательных запросов семей, с учетом выверенности политики национальной, мы предлагаем несколько образовательных траекторий в школе. Это образовательная траектория полилингвальная, во главе угла которой стоит прежде всего родной язык и преподавание на родном языке, на татарском. Понятно, что с углубленным изучением английского языка. Это билингвальная траектория, где татарский язык изучается как государственный язык Республики Татарстан и не в рамках языкопредметной области родной язык, а в той части, которую мы, участники образовательного процесса, формируем в учебном плане сами. Соответственно, понятно, что сегодняшний учебный план, что у нас не получится, and what's wrong? У них нет такого. Ну, хорошо. Не компьютеры не полилингвальные. Ему простителен, не нами собран, да. Что? Без роликов? Давай. Уже, мне кажется, ролик-то рассказали уже. Оставь просто теперь уже презентацию. Угу. Вот. И, соответственно, вот я не случайно в Дубае, когда рассказывал, говорил о diverse faces of Russia, потому что на самом деле Россия настолько многоликая и настолько языковая, разнообразная. Мы очень хорошо поддерживаем географию отношений с Удмуртией, с Чувашией. У нас есть школа с Оренбургом, где мы работаем очень плотно, с Карелией. И проблема сохранения и успешного функционирования национальных языков, она очень актуальна. И, соответственно, вот для мира мы показали, что вот несмотря на то, что это, казалось бы, для мирового сообщества государства, говорящее только на русском, но вот такая львиная часть, где еще представлены и национальные языки. И следующий слайд, Рустам Рамилович. Да и Республика Татарстан сама почти обладает 4 миллионами людей, 53% сегодня у меня живут татар, порядка 40% русских, представлены чуваши и еще более 100 национальностей. И что нам хотелось сказать, что ведь мы во многом сохраняем всегда свою языковую идентичность еще потому, что у нас в Республике Татарстан достаточно бережное отношение и конфессиональной идентичности. Поэтому сегодня, например, порядка 53% населения в Татарстане идентифицирует себя так или иначе с исламом суннитского толка, и не использовать потенциал традиционной религии Российской Федерации для сохранения языка тоже нельзя. Поэтому
Здесь вот я говорил вообще в Дубае о тех проблемах, которые обозначены были ЮНЕСКО в штабе-квартиры в Париже. В 2020 году прошла, в частности, интересная конференция в Париже по исчезающим языкам и развитию функциональной грамотности на исчезающих языках. И те документы, которые были приняты ЮНЕСКО, сегодня у нас, мы понимаем, что Российская Федерация не ратифицировала Хартию о языках ввиду определенных своих геополитических соображений, но проблема от этого никуда не исчезает. И если мы не будем на самом деле вкладывать ежедневно и много по сохранению родных языков, как бы празднично нам ни казалась сегодня трактовка наша, языки будут исчезать. И прежде всего языки of minor nationalities. Ментимир Шарипович, вот здесь вообще у нас традиционные, здесь его замечательные слова. To contribute the best into the child's future, a parent should pass a native language on. We all should study our mother tongue. However, nothing prevents us from learning other ones. Multilingual schools are made to meet the challenge. Ну и здесь, конечно, есть замечательные слова вообще в концепции, когда я опирался и писал концепцию нашей школы, мы очень много взяли из творчества Василия Александровича Сухомлинского, замечательного украинского советского педагога, потому что культ родного языка и культ матери, отца в Павлышской средней школе однозначно присутствует. Сегодня, если мы кратко еще увидим некоторые слайды по концепции, мы увидим, что наследие Сухомлинского, оно очень хорошо вписалось в концепт нашей полингвальной школы. Следующий слайд, Руслан Рамилович. Так, это мы тоже посмотреть не сможем. Да, видимо, здесь что-то такое. Несовпадение программы, видимо. Да. Но сегодня в школе Адамнар, в нашей полингвальной школе, обучается 3608 ребятишек. У нас в структуре комплекса находится начальная школа, билингвальная школа, полилингвальная школа, интернат. Вот сейчас мы запускаем первую смену в загородном центре дополнительного образования. Это круглогодичный собственный Артек, маленький Сириус, который нам подарила республика и подстроила заново в Сосновом Бору замечательный корпус. И более 55 тысяч учебных площадей сегодня находятся в распоряжении детишек. Понятно, что инфраструктура школы, она современная, достаточно по российским меркам и по, например, европейским меркам, но далеко не значит, что она будет последний вал держать, например, на уровне Сингапура или Арабских Эмиратов. Когда мы сравнили, сколько стоит Бурдж-Халиф и наша школа, то увидели значительную разницу. Тем не менее, школа действительно замечательная, и она интересная по содержанию. Дальше, Руслан Рамилович. Multilingual education для нас прежде всего это действительно не просто обучение языкам. Так или иначе, любая школа в Республике Татарстан обучает и татарскому языку, и русскому, и иностранному. Для нас прежде всего очень важно было сделать, чтобы каждый язык выступал. Антон Сергеевич, я выступаю на форуме в Башкирии чуть позже. Чтобы каждый язык стал функциональным средством владения и освоения сегодня мира. Поэтому вот здесь не случайно написано language as an object and means of tuition. То есть мы поэтому понимаем, вот здесь стоял вопрос, а когда какой предмет изучать на английском языке? Да, ответ очень простой. Когда вы сможете сделать ту языковую компетенцию, которая позволит ребенку функционально учить этот предмет на языке. Как сегодня это сделать в рамках учебного плана федерального, который сейчас в рамках еще более нового апгрейда, нового федерального стандарта будет опять сокращен по часам? Остается an uphill work. Очень трудно решаемый. Но много чего можно сделать, тем не менее, агардаттыляк и хластан тирян булса. И вот здесь у нас идут такие предметы: geography, mathematics, handicraft, biology, а taught in English. Здесь был реализован проект совместно с издательством «Просвещение». Вообще мы в свое время, я на протяжении более 25 лет вот работаю в школе, и, соответственно, лет 23 мы преподавали предметы на английском языке. Но в России надо понимать, что с 1978 года не издавался учебник географии,
С 69 года, по-моему, не назывался курс биологии на английском языке. Последние учебники по английской литературе датировались издательством Просвещения 1988 годом, и больше преподавания предметов на иностранном языке было мертво, потому что это дорогостоящая вещь. И вот благодаря поддержке Рустама Нагалевича, когда мы писали концепцию, мы не только проводили стратегическую сессию с архитекторами, с дизайнерами учебных пространств, мы прежде всего делали стратегическую сессию с учеными Академии наук Республики Татарстан, с учеными Федерального университета, и понимали, что нам важно заполнить мультилингвальное образование прежде всего контентом, который бы передал ребенку тот национальный культурный код юного татарстанца. И поэтому вот один из проектов, который здесь указан, был осуществлен благодаря издательству «Просвещение», это проект издания линии учебников, переиздания линии учебников российских, в частности, серия «Полярная звезда» на английском языке. Сегодня в руках ребенка есть впервые линейка российских учебников с 5 по 11 класс по предметам биология, география, математика, а для начальной школы технология и музыка. Следующий слайд, Рустам Рамилович. Регламент, ладно? Да, я заканчивать уже буду. Да. Мы очень много сделали и для того, чтобы учебники были предметные на татарском языке. Потому что сегодня меняется постоянно федеральный список, и нужно следить за тем, чтобы учебники на родном языке, а Ментимир Шарипович это подчеркивает, не испытывали никакую здесь национальную дискриминацию, и тот же учебник на географии был внесен на татарском языке в реестр федеральных учебников, что сделать не так просто сегодня на федеральном уровне. Что? Да, можно. И завершать будем, ладно? У меня там осталось, наверное, 2 слайда только, да, Руслан Рамилович? Очень большое внимание мы уделяли родительскому вовлечению, поэтому следующий слайд. Life is a big journey, where everyone is trying their best to make their own dream come true. And everyone has his own way. It is the way where everything starts from the first steps. Such timid, shy and fearful at the beginning, but more and more courageous afterward. We make steps forward to new grounds and find new guiding stars. Step by step, inch by inch, we conquer new peaks, and by reaching them, we're eager to realize new and more lofty goals. While gaining knowledge, we discover and open up ourselves to the world. We find consent not only with ourselves, but also with those people who are around. We stumble and rise, make mistakes, but still overcome all difficulties that keep us going. We have the same direction with those who are following their dream and ready to make the first step together, as well as we are. Adem-Nar is a pathway to knowledge and consent. Завершая, я бы хотел вот что сказать. Да? Вот, так как Салават Тагирович уже напоминает о регламенте, мы уделили большое внимание проработке, ввиду того, что федеральный стандарт уже урочничество нас более чем присал, это внеурочная деятельность. Поэтому у нас есть такие интересы. Вот ты можешь включить минутный ролик. Уже не может, это во второй части.
Во второй части. Тогда я вот просто скажу, что такие вещи, как художественная культура народов Республики Татарстан, интегративный курс на стыке философии, педагогики, психологии, философии согласия, разработчик Валеева Роза Алексеевна и Венера Гелимхана Закирова, 2 кафедры педагогики. Это художественная культура, это история народов Республики Татарстан, это восточные языки, учебно-методический комплект. Вот это те процессы, которые сегодня пишутся, писались. Это учебник татарского языка для детей, отчужденных от родного языка. То, что сегодня, который с целью ставит обучить полному корпусу литературного языка, те процессы, которые и те направления, которые мы сегодня уже имеем продукты и продолжаем писать продукты в рамках нашего проекта «Адемнар». Но и география школ в Республике Татарстан расширяется. Открылась школа в Актаныше, в Елабуге, в Челнах. И заложено на следующий год открытие будет в школе в Альметьевске и в Нижнекамске. Ихтибаровщина Рахмет. Спасибо, Рахмат Айдар Эльдарович. На самом деле работа проведена очень большая, и проводится очень большая. И вот наши коллеги, многие директора наших полилингвальных школ, да, Азат Рафаэлович, вы там не раз, по-моему, бывали, изучали опыт, смотрели, когда внедряли вот это полилингвальное образование сейчас в нашей республике, потому что действительно поучиться всегда это очень важно, потому что разные, еще раз говорю, подходы, разные, возможно, где-то глобальные, ну, или там задачи, но глобальная цель всегда одна. Поэтому действительно то, что делается у наших соседей Братской Республики в Татарстане, заслуживает уважения, внимания. И, конечно, это один из таких аспектов, которые, ну, свой вот подход, да, вот может быть еще раз там не так давно целенаправленно этим занимается, но Адемнар, неплохие Адемнары уже, мягко говоря, уже были достигнуты, это очень приятно. Сейчас бы я хотел слово предоставить Ирине Асхарбековне-Накусовой, начальнику отдела национального образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Северная Осетия Алания по полилингвальной модели вашей республики. Тут уже, конечно, Зарема Ринатовна много сказала, но я думаю, вам есть что добавить. Прошу, Ирина Асхарбековна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень надеюсь, что меня слышно, видно. Большое спасибо всем предыдущим спикерам за столь содержательные и интересные доклады. Ну и позвольте мне подытожить опыт, который реализуется в нашей республике по реализации полилингвальной образовательной модели. В целях развития национального образования Министерством образования и науки Республики Северная Осетия Алания ведется большая работа по созданию и расширению в республике системы полилингвальной образовательной модели. Ведущей идеей реализации данной модели в условиях нашей республики является, конечно же, сохранение и развитие осетинского языка. Полилингвальное обучение понимается как целенаправленный процесс приобщения к культуре, светскому языку, когда изучаемые языки выступают в качестве способа постижения сферы специальных знаний. Целью полилингвального обучения является синтез коммуникативной и предметных компетенций, отражающий межкультурное своеобразие основ наук, изучаемых в полилингвальном режиме, и определяющих уровень усвоения заложенного в них предметного содержания. Ожидаемым результатом данной модели, конечно же, является личность, любящая свой народ, свой край, свой родной язык, но и, конечно же, уважающая и принимающая ценности других народов, и личность, которая в межкультурном диалоге готова к постоянному этому межкультурному диалогу. Работа по внедрению полилингвальной образовательной модели в нашей республике началась еще в 2004 году. Именно тогда была на базе Северо-Осетинского государственного университета создана кафедра ЮНЕСКО, которая разработала и концепцию развития национального образования. Данная концепция рассматривалась и на коллегии, и была утверждена. Принято было решение реализовать, расширять модель полилингвальных школ. Но вы знаете, что кафедру у нас возглавляет профессор, доктор филологических наук Камболов Тамерлан Таймуразович. Под его началом у нас разработаны и все учебные пособия, и как для школ, так и для дошкольных образовательных организаций. Но пособия разработаны у нас в полном соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Это фактически билингвальные учебники, вы об этом говорили. Конечно же, они созданы у нас в двух вариантах. В основе всех учебных пособий лежит концептуальный принцип Осетия, Россия, мир, что процесс познания построен на движении от близкого к далекому,
от известного к неизвестному. Мы работаем над тем, чтобы в наших образовательных организациях открывались классы и группы, которые реализуют именно первую модель, то есть национальные, русские и иностранные языки. Модель обеспечивает достаточно высокий и устойчивый уровень современных знаний по основным предметам начальной школы. Конечно же, обладает преимуществом в решении задачи доступности современного образования в условиях сельского образования, в условиях предпочтения родного языка как средства общения и средства обучения и дает возможность получения начального общего образования на родном языке, встраивает изучение родного языка и родной литературы в общую логику учебного процесса, интегрируя их с другими учебными предметами и акцентируя таким образом их роль и значение. На данный момент в республике функционирует 210 дошкольных образовательных учреждений, и из них на начало 2021-2022 учебного года 65 дошкольных образовательных организаций открыты полилингвальная группа. И мы можем на сегодняшний день похвалиться еще и тем, что у нас есть 2 полилингвальных детских сада. Во всех полилингвальных садиках в группах созданы разные уголки с этнокультурным компонентом для детской деятельности. Это книжный, национальный, природный, исследовательский, театральный в национальном стиле соответственно. Конечно же, в уголках есть разные виды тематического лоту, фигурки диких домашних животных, атрибуты к остинским играм, дидактические игры, конструкторы. В старших группах есть карты по Северной Осетии, иллюстрации с достопримечательностями нашей республики, книги осетинских писателей, их портреты, куклы в национальной одежде, образцы остинского орнамента. Чтобы дети могли ближе познакомиться с жизнью и обучением остинского народа, в детских садах созданы уголки в национальной, а также национальные мини-музеи, где дети могут увидеть и потрогать предметы быта осетин в старину. Это очень важно, и детям всегда бывает интересно находиться в этих музеях. Для погружения детей в полилингвальную среду нанесены маркировки на детскую мебель, шкафчики, кровати, стульчики с национальным орнаментом. Среда создается педагогами совместно с детьми, и это, конечно, тоже очень важно. Музыкальные занятия у нас проходят в игровой форме и направлены на музыкальное и общее развитие ребенка. Привитие музыкального вкуса помогает познавать окружающий мир. Дети знакомятся с различными музыкальными направлениями как остинского народа, так и других народов. Изобразительная деятельность дает большие возможности для работы по ознакомлению детей с национальными и культурными традициями остинского народа и позволяет закрепить знания детей, полученные в результате общения, формирующиеся в них отношения к окружающим. Использование остинского языка и культурных традиций во время режимных моментов в сюжетно-ролевых играх, на детских праздниках, во время игр, театрализованной деятельности, конечно же, поддерживает интерес и к остинскому языку. Развивать память и обогащать словарный запас помогают нам словесные игры. Использование пальчиковой гимнастики на остинском языке для детей становится своеобразной и положительно влияет на запоминание ими словесного материала. Научить говорить на остинском языке означает не только выучить слова и выражения, но и жить в культурном пространстве своего народа. Конечно же, все праздники, инсценировки сказок, пение фольклорных песен, все это способствует познанию обычаев остинского народа. Важную роль в обучении остинскому языку детей дошкольного возраста играет организация языковой работы не только в условиях дошкольных образовательных учреждений, но и, конечно же, в семье. И этому направлению мы тоже уделяем большое внимание. В детских садах ведется работа по развитию партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. Создается атмосфера общности, интересов, эмоциональной поддержки и сотрудничества, приобщения родителей к участию в жизни учреждения. В этом году дошкольные учреждения приобрели новые родительские уголки, которые оформляются на остинском языке. С родителями проводятся консультации, анкетирование, индивидуальные беседы.
В детских садах проходят родительские собрания по проблеме сохранения родного языка и совместной работы детского сада и семьи. Конечно же, предоставляется прям подробнейшая информация о деятельности полилингвальных групп детского сада. Ежегодно сотрудниками кафедры ЮНЕСКО совместно с министерством проводятся мониторинги. Анализ этих мониторингов нам показывает положительную динамику развития детей по речевому развитию. У детей значительно активировался словарный запас в обыденной жизни. Употребляют такие слова, которые дети, которые находятся в других обычных группах, даже не знают и, естественно, не употребляют. Конечно же, при реализации данной модели, полилингвальной модели, мы можем сказать, что есть и определенные трудности. Очень часто мы встречаем недопонимание со стороны родителей. Они задаются вопросом, для чего нам нужна полилингвальная модель и почему, в принципе, мы должны согласиться с тем, чтобы наши дети именно были в таких группах. Здесь мы тоже, конечно, проводим и адресную работу. Мы приглашаем родителей и на беседы. Мы транслируем ту деятельность, которая ежедневно проводится в детских садах, в таких группах. И чаще всего родители соглашаются, не то что соглашаются, когда уже понимают, в чем главная цель и задача этой модели, у них больше не возникает абсолютно никаких вопросов. И кроме того, у нас в республике разработана дорожная карта. Ежегодно мы работаем и стараемся как можно больше классов и таких групп открыть на базе образовательных организаций республики. У нас запланировано очень много мероприятий. Эти мероприятия проводятся в соответствии с графиком. И, конечно же, есть у нас результат. Мы получаем письма, просьбы как со стороны руководителей образовательных организаций, так и со стороны родителей с просьбой открыть вот конкретно в данном каком-то детском саду и полилингвальная группа. Это то, что касается реализации полилингвальной модели именно в дошкольных образовательных организациях. Вот здесь нам, конечно, есть чему радоваться. Но если говорить о реализации полилингвальной модели в общеобразовательных организациях республики, то ситуация у нас следующая. Уже озвучили, что в нашей республике 190 школ, и, к сожалению, только в 22 школах у нас открыты полилингвальные классы. Но, конечно, у нас есть Аланская гимназия, это уникальная образовательная организация. Директор нашей гимназии находится сейчас у вас. Мадина Викторовна более близко познакомит вас с работой своей гимназии, вот, и расскажет о том, какие у них достижения, что наблюдается ежедневно, с какими проблемами они сталкиваются. Вот. Но, к сожалению, у нас наблюдается такая тенденция, что на уровне дошкольного образования родители спокойно относятся к тому, что дети находятся в полилингвальных группах. Но дальше мы тоже, конечно, будем работать и будем проводить различные мероприятия для того, чтобы количество классов, полилингвальных классов ежегодно у нас увеличивалось. Для этого мы максимально стараемся осветить все мероприятия и в разных социальных сетях, как на официальных страницах Министерства образования, так и на телевидении, и на радио. И очень надеемся, что в дальнейшем количество этих школ и этих детских садов будет увеличиваться. Вот коротко просили меня подготовить информацию о том, как у нас реализуется. Вот, есть, конечно, моменты, которые можно было бы обсудить, но
регламент надо учитывать. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина Сарагветовна. На самом деле вы правильно отметили. Мадина Викторовна с нами здесь сегодня. И во второй части более подробно мы, я думаю, вот уже с коллегами будем смотреть и слушать, вернее, опыт Аланской гимназии, потому что действительно очень много тоже в регионе сделано, и непосредственно в этой школе. Анонсирую я и подписание соглашения, которое сегодня будет между Аланской гимназией и двумя нашими полилингвальными лицеями, лицеем 44-м и лицеем СМАРТ 162. Я думаю, это тоже очень, в принципе, полезно и необходимо. И на уровне, чтобы не только мы, там, тут на уровне университетов там, или министерства, а вот непосредственно учитель с учителем, чтобы вот это постоянное взаимодействие было, потому что, еще раз, наработки есть у каждого, опыт есть у каждого, и, казалось бы, может быть, кому-то покажется самый маленький момент или какой-то элемент, но во многом это потом оказывает большую помощь в организации проведения в целом работы. Я думаю, вот это взаимоотношение между гимназиями, которые, и сегодня, еще раз говорю, оно и есть, а вот сейчас уже, скажем, юридической основе вы подпишете с нашими двумя лицеями из Башкортостана, оно поможет дальнейшему развитию, более плотно уже будете общаться. Еще раз большое, Ирина Сарбековна. А сейчас я бы, коллеги, хотел предоставить слово директору Института развития образования и повышения квалификации Республики Саха-Якутия Нургун Михайлович. Нургун Батур стремительный практически. Россия страна большая. Если кто-то приближается к обеду, то в Якутии уже конец рабочего дня практически, да, и мы немного задержали. Нургун Михайлович, я прошу прощения. Слово вам с большим удовольствием. Доброго времени суток, уважаемые коллеги, участники круглого стола, Ильдар Маратович, Салават Талгатович. Ну, разрешите мне доступ к демонстрации презентации. Ну, самой большой ценностью, которой должен гордиться каждый народ, является родной язык. Ведь именно слова на родном языке слышит малыш сразу после рождения, впитывает вместе с молоком матери культуру и обычаи и традиции своего народа. Языковая политика в нашей республике направлена на развитие и взаимодействие языков во всех сферах жизни общества, на создание условий для гармоничного взаимодействия русского языка с другими языками. Основным механизмом реализации языковой политики является государственная программа сохранения, изучения и развития государственных и официальных языков Республики Саха-Якутия. Решению актуальных проблем языкового и культурного развития способствуют и другие целевые программы по социально-экономическому развитию, развитию образования, по духовному культуре, культурному развитию народов и гармонизацию межэтнических отношений. Такая образовательная политика обеспечивает сохранение и развитие этнопедагогических традиций и культурной самобытности народа. Применительно к системе образования нашей республики статьи 14 о языке образования Федерального закона об образовании в Российской Федерации и статьи 6 языки образования и учет региональных, национальных и этнокультурных особенностей в образовательных программах закона об образовании в Республике Саха-Якутия гарантированы получение образования на государственном языке Российской Федерации, право на получение дошкольного, начального, общего, основного общего на родном языке, а также изучение родного языка. В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение государственных языков республик. В республике Саха-Якутия, в нашей республике, проживают представители свыше 130 национальностей, в том числе коренные народы. Саха, как вы видите из диаграммы, более 460 тысяч человек, это, если в процентном соотношении, около 50%. Эвенки, 21 тысяча с лишним. Эвены, долганы, юкагиры, чукчи. Из них владеют русским языком Саха 89%, русские 100%, около 99,9%, эвенки 90,3%,
Эвены 90,8%, Юкагиры 96,7% и 100% это у нас чукчи. В 2019-2020 учебном году 280 школ из 652 общеобразовательных организаций, основные общеобразовательные программы начального, основного и среднего полного общего образования реализуются на русском языке. В процентном соотношении это составляет 42,9%. Да? Родной язык наряду с русским языком функционирует в качестве второго государственного языка, развивается по моделям родной этнический, родной русский язык, этнический язык. Среди представителей наиболее многочисленных национальностей Республики Саха-Якутия, владеющим якутским языком, составляет 95% саха, 2% это русские, 81% это эвенки, 77% это эвены. Языком своей национальности владеют 95% саха, 49,9% чукчи, около 25% эвенов, 27% югагиров и 6,4% эвенков, 5,5% долган. Статус полилингвальной школы в республике официально у нас не имеется, но в 368 общеобразовательных организациях, где обучаются родному языку учащиеся изучают русский язык и 1 или 2 иностранных языка. Такое обучение осуществляется в 57% школах от общего количества школ. В настоящее время 315 дошкольных образовательных организаций обучают детей якутскому языку, русскому, английскому языкам, что составляет около 39% от всего количества детских садов. Данная положительная динамика уровня владения языком саха в республике связана с государственной поддержкой обучения на языке саха и изучением языка саха как предмета. В этом году мы отмечаем столетие преподавания якутского языка в школах Якутии. В 1922 году, 12 августа, вышел указ Совета народных комиссаров Якутской ССР о введении в школах республики предмета якутский язык. Он стал обязательным предметом в школе, а также языком преподавания в первых группах начальных школ. Об этом писал основоположник якутской литературы Алексей Елисеевич Кулаковский, и он говорил вот следующее. Развивать своих детей при посредстве материнского языка – это великое, неоценимое счастье для каждого из мелких народов. Ведь ребенок в 1 год может усвоить все то, что раньше приходилось учить на чужом языке и долбить 3-4 года. Писатель сам получил образование на русском языке, поэтому он хорошо знал, чего стоило обучение на чужом языке сельскому мальчику, никогда раньше не видевшему русского языка, тем более не говорившему до этого на русском языке. Несомненно, в развитии изучения родного языка, а также обучения на родном языке огромную роль сыграл алфавит якутского лингвиста Семена Андреевича Новгородова, составленный в 1917 году на основе латинского алфавита. В 1920-21 учебном году этот алфавит был официально внедрен в школьное преподавание. Основной в правописании якутских слов стал фонетический принцип «как слышится, так и пишется». 31 марта 1921 года по инициативе Платона Алексеевича Аюнского была создана комиссия по подготовке учебной литературы на якутском языке. 7 ноября 1926 года вышло постановление Бюро Амком партии об якутизации образования в школах ЯССР и об улучшении преподавания русского языка и литературы. А в 1932 году для апробации учебников были определены опытные школы. Также благоприятно воздействовала первая всеякутская конференция интеллигенции, на которой с докладом «Якутский язык и перспективы его развития» выступил государственный общественный деятель, основоположник якутской советской литературы
Платон Алексеевич Айонский. На конференции была принята резолюция, которая сыграла большую роль в активизации научно-исследовательской работы в области филологии. Эту работу возглавлял Институт языка, основанный в 1935 году. Естественным дополнением ко всему этому является открытие учреждения, которое сыграло большую роль в повышении квалификации учителей того времени. Наш институт, Институт развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского II, был создан постановлением Совета народных комиссаров Якутской ССР от 20 мая 1939 года. Данному институту в этом году, нашему институту в этом году исполняется 82 года со дня основания. Он первоначально был назван учебно-методическим центром. Кабинет якутского языка и литературы начал свою деятельность в 1939-40-х годах. Процесс трансляции культуры в общество осуществляет своей профессиональной деятельности педагогов, поэтому формирование культурологической и, в частности, этнокультурной компетентности имеет особую значимость в их дополнительном профессиональном образовании. Сегодня институтом ведется методическая работа среди учителей родных языков, литературы и культуры по якутскому, эвенпийскому, эвенкскому, юкагирскому, долганскому и чукотскому языкам. Реализуется 21 образовательная программа, ведется переподготовка по специальностям учитель якутского языка и литературы, учитель культурологии. Если справочно сказать, то в нашей республике, в школах нашей республики работает 986 учителей родных языков. Институтом развития образования проводятся различные мероприятия. Это межрегиональный семинар «Языки и культуры народов России. Сохранение и развитие». Также достаточно такие большие мероприятия. Вот в этом году мы провели такую большую конференцию «Родной язык дыхания души ребенка». И вот, Салават Талгатович, в вашем лице хотелось бы выразить огромную благодарность за ту работу, которую вы проводите. И, конечно, в том, что вот в наших конференциях принимают ваши сотрудники вашего университета. И здесь хотелось бы уже передать пламенный привет Ляле Медхатовне, уже нашей Ляле Медхатовне, от всех преподавателей и сотрудников нашего института. Она вот очень содержательно и выступила на конференции «Родной язык дыхания души ребенка». Особое значение для качественной организации образовательного процесса имеет учебно-методическое обеспечение и оснащение школ современным оборудованием. Министерство образования обеспечивает образовательные организации типовым кабинетом якутского языка и литературы. В спецификацию входит серия художественных произведений, мультимедийное оборудование, включающее электронные пособия, художественные фильмы и справочную литературу. Такие же кабинеты разработаны по языкам коренных малочисленных народов Севера. Ежегодно на обеспечение школ такими кабинетами в бюджете республики предусматривается дополнительное финансирование. В настоящее время в рамках государственной программы сохранения, изучения и развития государственных и официальных языков Республики Саха-Якутия разработаны учебные пособия, обеспечивающие реализацию прав граждан на обучение на родном языке и изучению родного языка в образовательном процессе общеобразовательных организаций. В 2021-2022 учебном году 122 учебных пособия утверждены приказом Министерства образования и науки. Ежегодно проводится государственная олимпиада по якутскому языку и литературе, разговорному якутскому языку среди русскоязычных учащихся, региональные олимпиады школьников по языкам коренных малочисленных народов. И одним из инструментов оценки эффективности обучения владения родным языком является республиканский государственный экзамен по выбору. Он сдается по выбору. Выбирает данный экзамен способные учащиеся, имеющие интерес к родному языку и поступающие в Институт якутского языка при Северо-Восточном федеральном университете. Все это вызывает неподдельный интерес и мотивирует к изучению нескольких языков и культур. Именно поэтому
современная языковая политика представляет все возможности для удовлетворения данной потребности. Однако, как сказали уже выступающие до меня ранее, да, современный уровень глобализма опасен для сохранения языков и культур малых народностей. Стирание границ, масштабный межкультурный обмен традициями и ценностями способен уничтожить культурную уникальность некоторых языков и народов. Такие процессы рассматриваются с точки зрения современной языковой политики как негативные. Именно вот сохранение культурной самобытности малочисленных национальностей вызвало к жизни преобразования в области языковой политики на мировом уровне. Поэтому мы считаем, что основная тенденция современного языкового образования – это сохранение собственной цивилизации и идентичности. Национальная направленность образования, которая заключается в неотделимости образования от национальной основы, в органическом сочетании образования с историей и народными традициями, сохранение и обогащение национальных ценностей сегодня остается одним из самых актуальных. Необходимо только добиться достижения ценностей и преемственности в обучении и воспитании, преобразования процесса обучения, продолжающегося на протяжении всей жизни человека, продолжить реализацию принципа скоординированности обучения языкам, согласованности и преемственности языков, языковых курсов в их содержании и структуре, принципа целостности, отсутствия системы знаний по языковым предметам, обеспечения внутреннего единства, принципа интеграции разных уровней языкового образования. И в завершении я бы хотел, уважаемые коллеги, выразить огромную благодарность за предоставленную возможность выступить и услышать те содержательные выступления наших спикеров. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Аргун Михайлович. Мы знаем, что Сергей у вас всегда стоит, и наши лошади еще не раз будут туда привязаны, уверяю вас. Это я вам гарантирую. Я действительно с большим интересом можно смотреть, как развивается возрождение не только к якутскому языку, да, а вообще к культуре. Это и театр Аланхо, который был воссоздан практически буквально там 10, 15, 20 лет назад. Я думаю, что ни один регион России не может похвастать теми достижениями, которые сегодня есть в якутском кино. Действительно, национальное якутское кино сегодня, оно очень серьезно развивается. И все это, безусловно, наряду с тем, о чем мы сегодня говорили, больше, может быть, о школьном образовании, но без развития в культуре, без взаимообогащения в сфере культуры, конечно, здесь полноценного развития личности не получится. Кстати, я всегда говорю, и Алексею Николаевичу Жиркову, по возможности, пожалуйста, передайте еще раз слова благодарности. Это человек, который долгое время возглавлял парламент Республики Саха, и он является основателем такого проекта, как перевод на языки друг друга тюркских народов эпосов. Первый, я знаю, у них был опыт у якутов, это перевод эпоса «Манас» киргизского на якутский язык и взаимный перевод эпоса «Нюргун стремительный» как раз, да, на кыргызский язык. Потом мы подхватили эту эстафету, в том числе вот мы с киргизами также, Урал-Батыр был переведен на кыргызском, мы перевели Манас. Сейчас вот года 2 назад был издан на якутском языке наш эпос Урал-Батыр, и вот эта работа в Киргизии, в Якутии продолжается. Они действительно со многими, в большей части тюркскими нашими собратьями занимаются вот интересным делом, когда мы можем не через русский язык перевести, а именно с тюркского на тюркский, учитывая все те тонкости языка, дабы ничего не потерять. Это дорогого стоит, на самом деле, эта работа. Поэтому еще раз слова благодарности за ту работу, которую вы не только в рамках своего региона проводите, а которую вы действительно организовали. Ну, сейчас так получился уже международный такой интересный проект. Еще раз большое спасибо за участие моим всем коллегам, вот, уважаемые коллеги.
вы, наверное, заметили, что мы где-то, может быть, даже так нарочито так сделали, что сегодня в нашей конференции принимало участие в первой части представители самых разных структур. И высшего образования, и Институт развития образования, представители министерств, ведомств, непосредственно школ. И это говорит о том, что действительно проблемы и вопросы полилингвальности, поликультурности, они не могут решаться только на одном уровне. Это большой пласт задач, который стоит перед всем обществом того или иного региона, и мы другого варианта, как совместно это решать, нет. И, конечно, мы не имеем права не использовать тот опыт, который сегодня есть в регионах, потому что велосипед заново изобретать не надо, просто надо посмотреть, что применимо к тому или иному региону в большей степени и этим заниматься. Уважаемые коллеги, на этом первая часть нашего совещания, нашего круглого стола завершена. Объявляется перерыв на 45 минут, и в 15:00 я приглашаю всех на вторую часть, где уже у нас практически будет там 1-2, наверное, выступления, а далее свободный микрофон, где мы сможем обмениваться мнениями и по поводу высказанного, и еще больше по поводу невысказанного, то, что было в первой части. Муштар.
документа приглашаем директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат Аланская гимназия Таразонову Мадину Викторовну и директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения полилингвальной многопрофильной школы номер 62 «Смарт» городского округа города Уфа Аминева Наиля Радикович. Вместе. Прошу поступить. Что школа сотрудничает уже очень давно, но официального документа не было. Не было, да. Выдался замечательный случай. Благодаря вам, наконец-то, приехали. Добрый путь. Нам всем. Вчера уже посмотрели, и Аланская гимназия посмотрела нашу полилингвальную одну школу. И мы были в 2019 году, по-моему, если не ошибаюсь. В 2019 году мы были у них в гостях. Достойно моя интернет. Знаете, вот если можно, одну ремарку. Очень часто мероприятия становятся отправной точкой, и дело идет дальше, развивается. В этом случае я хочу сказать и подчеркнуть, что дело обстоит несколько иначе. Сперва дело случилось, да? Сами так, ну дай бог, на пользу детям. Спасибо. Ирина Викторовна, мы хотим вас попросить подписать еще одну школу, уже полилингвальную многопрофильную школу номер 44. Обязанность директора выполняет потому что Булат Салаватович. Прошу приступить. Спасибо. Вместе. Добрый путь нам всем. Ради наших обогащение наших республик, полилингвальной, поликультурной среды. Чтобы мы друг друга культуру развивали, пополняли, и чтобы этого взаимодействия получали, а мы радовались тому, какое подрастающее замечательное у нас поколение. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Процедура завершена. Еще разочек хочется пожелать добрый путь, чтобы отношения развивались и на благо наших республик, а самое главное, на благо наших детей, наших школьников, которые будут получать более качественное образование, в данном случае полилингвальное. Коллеги, давайте продолжим заседание круглого стола. Сейчас хотелось бы предоставить слово нашей гости. Мы долго ждали вашего выступления, потому что тема доклада очень интригующая. Это интегративный урок как средство реализации полилингвальной модели поликультурного образования. Слово предоставляется Мадине Викторовне Таразоновой, директора школы-интернат Аланская гимназия. Я могу материал? Да, конечно. Уважаемые коллеги, если можно, я бы хотела небольшой ролик презентовать о нашей школе, чтобы было чуть понятнее, о чем мы будем говорить, а потом просто поделиться фрагментом или моментом работы, который именно вот этой полилингвальной среде
имеет место быть как практика. Но для меня ценность ее как практика. Можно. Вагон кош. Шпаги похоже. Хорошо. Абы, а мама на байкуш. Абы махну рук на разумеешь. Абы мах арасышта хазар. Диш макану, тошкадан макану, то так его кфирна, он дал сыдыр, ты зубах асаразышта. Бафик байо. Хазар сывы. Мехушкаджика. Хазар – это дом на эстонском языке. Таба считай урожденным ушам. Наш как правда не хуже шпан что нужно. Вот зима взбы хазар ты не кумаешь. Плакать на саш физиком ты здесь. Шифа самовай. Лахабура жарышта. Адема яхиду кухайся хазар шарышта. Вы чем он жал за листава хазар ты живу шмак? Хазар. Дуры арышты. Хазар твои арыш митай. Митай да двое. Хазар арыш твоя. Дуртайма эжмишай. Ажмишай что нужно. Хода сюда уточишь. Вон арышты дуры сын. Машкота. А ну как доводишь, яхнимаши. Вот абу махта шаразыштам гахар. Она пластилиной. Аша Макситан куда котай кушинда. Она ясала пуза Арсенит. Жанна Викторовна, азычыш дарзы Арсенит. Илма Иронов жадал ахур канзышты. Школа на кушты табаю канзыштам. Чижиты лапуты школа Хазар. Ама Анжела Сергеевна има мультфильм Шаражем. Яфта. Дишача школа проводила, дишача школа. Алима дерпуда бира. Ершишу покушан замата. Ама Анжела Сергеевна, ама Анса вот мультфильм карamba, табаши. А что будет? Анжела Сергеевна. Школа. Бакыма страх. Ерка шутма. Асарушна кауса мои хава сценама. Асыштати был ишартек аха. Мои нервака шут. Ага куклаек асавдармах вама канам юкам. На Ангелина д су куклатай. Гцу асавта. Д Даша аха асавдар вама канам юшек ам. Хош. Мана сафандака штукту. Сафандака штукту. Сафандака памаса уйду куклата. На школе речный шазам балаш, фатку балаш, нарсу балаш. О, балак. В 2017 году Северная Осетия Алании открыла свои двери для первоклассников первая Аланская гимназия. Этого значимого события для всей республики ждали очень многие. И как не считать этот день праздником, если для сохранения всей нашей национальной культуры, родного осетинского языка, для укрепления духовного стержня нации появилось такое подспорье. И место расположения школы выбрано не случайно.
в историческом центре города Владикавказ, где с самого основания Владикавказской крепости кипела жизнь. Кипела она и вокруг одной из первых школ, открытых в Осетии, школе номер 1. А ныне здесь к вершинам образования будут стремиться ученики первой Аланской гимназии. Дорога жизни нелегка, и счастлив бывает тот младший, рядом с которым есть мудрый старший. Помня эту народную мудрость, учителя Аланской гимназии строят свою работу. В 2017 году порог гимназии переступили первые 40 учеников, а в 2020 количество обучающихся достигло 220 учащихся. Дни сменяются днями, года – годами. Поколения будут сменять поколения. Успехом детей будут радоваться родители, учителя, а свидетелями этой радости будут тихий школьный двор, родные школьные кабинеты, посаженные на территории школы деревья, да и вся Осетия. Аланская гимназия, как молодой саженец, уверенно врастет корнями в родную осетинскую землю. А пока, в ожидании этого светлого будущего, перед фасадом школы посажена яблоня. Через несколько лет появятся первые плоды. Через несколько лет мы увидим первые успехи учеников Аланской гимназии. И дай Бог, чтобы как яблоня нартов Аланская гимназия стала панацеей в деле сохранения родной осетинской культуры и родного осетинского языка. В добрый путь, Аланская гимназия, в добрый путь к вершинам знаний. Вот это презентационный такой ролик о нашей школе. На обсуждение сегодня темой я вынесла интегрированный урок, потому что все полилингвальные школы, мне кажется, сталкиваются с одной, может быть, это пока не проблема, но, на наш взгляд, нужно четкое понимание того, где все те навыки, знания и умения, приобретенные при полилингвальном обучении, можно применить в жизни. То есть где мы можем реально наблюдать, что ребенок успешен. Да, мы себе планируем определенный эталон выпускника, но так ли это в жизни?
Вот с первого года работы мы понимали, что все, что вкладывается в этих детей, конечно, должно привести к хорошему результату, но реально почувствовать, отследить, ощутить, так ли это, не всегда получалось грамотно и не всегда удавалось. И я думаю, что наша с вами общая задача иметь именно такой осязаемый какой-то ресурс для оценки качества всего того, что мы делаем. И когда наши родители, которые первый год обучения, скажем, не совсем охотно, я не могу сказать, что набор в Аланскую гимназию в первый год был ажиотажным, нет. Я сейчас, наверное, открываю изнанку, которая для каких-то полилингвальных классов школ, в принципе, будет созвучна с их проблемами. И понимая то, что в обществе есть какая-то осторожность в отношении полилингвальных школ, мы понимали, что нам нужно действительно показать качественно ощутимый результат. И когда мы разговаривали с родителями о мотивации, почему идете или не идете в такую школу, то одним из аргументов всегда был, а где нужен этот язык, дальше республики. А каждый родитель в перспективе видит своего ребенка, скажем так, далеко за пределами своего дома, республики и так далее, да? Вот. На что мы, конечно же, говорили, что вот те возможности в плане языков, которые предполагает дать школа, они, конечно, дают определенный ресурс для ребенка. И вот сама организация школы, а школа – это интернат по структуре, то есть школа полного дня и не только полного. Есть группа интернированных детей из отдаленных районов, которые находятся там круглосуточно с понедельника по пятницу. Вот. Естественно, сама организация предполагает нахождение детей очень долго в школе, с утра до вечера. При этом сеть дополнительного образования в школе тоже очень широко развита. И сегодня я понимаю, что сама организация школы, она была исключительно правильная. Для реализации полилингвальной модели чуть ранее было сказано о том, что в реализации этих школ упущен такой важный элемент, как культура, когда мы озвучиваем это в нормативке, в каких-то государственных документах, да. Но на самом деле в сети создание Аланской гимназии, оно было одним из рычагов или ресурсов, благодаря которому мы пытаемся поднять и спасти свой язык, который действительно сдает свои позиции. Мы все это понимаем. И, может быть, здесь даже есть чем похвастаться. Одним из пунктов в государственной программе по сохранению родного языка как средство сохранения его культуры как раз-таки было создание такой школы. Поэтому на начальном этапе вот у нас конкретно определенная задача поставлена, и флагом во всей нашей деятельности, наверное, вот это и является. Но вернусь обратно в школу. Я хочу сказать, что то широко представленное доп. Образование, а в школе функционирует 14 кружков, я их перечислю сейчас, оно дает как раз ту площадку, где все возможные наработанные языковые компетенции можно применять. Потому что у нас есть кружки, которые работают исключительно на остинском языке, есть кружки, которые работают на 2 языках, это такой как шахмат, он ведется и на русском, и на остинском, в процентном отношении примерно 50/50. То есть, да, название фигуры, если кому интересно, как это, название фигуры, конечно, в международной какой-то терминологии, оно у всех одинаковое, но вправо ходить или влево, это можно объяснить и на своем родном языке. Вот. Кроме того, я хочу сказать, что это площадка для применения таких вот способностей, скажем, литературных, языковых. Это театральная студия, это литературная студия. А сейчас, кстати, вот до отъезда мы подписали соглашение о создании на базе Аланской гимназии поэтического клуба молодых остинских писателей и поэтов. То есть мы запускаем еще один проект на базе нашей школы. И вот когда родители аргументом приводят, что нет достаточных площадок для реализации этих умений, мы начинаем с малого, со школы. То есть знания, полученные на уроках остинского языка, знания, полученные на уроках математики, которая ведется в школе на осетинском языке, они применимы
в шахматах, они применимы в информатике. Я хочу сказать, что на базе школы работает кружок информатики с 1 класса в доп. Образовании, который посещают все дети. И все 4 года с 1 класса по 4 кружок информатики ведется на остинском языке. При этом с 3 класса у нас начинается такой вид деятельности технический, как робототехника, и молодой специалист из кванториума, который открыт на территории республики, проведя первые несколько занятий, сказал следующее буквально, что сборные группы республики, которые в республиканском кванториуме собираются, нужно обучать месяц элементарным вещам. Вот что такое алгоритм? Это возраст 5-6 класс. Наши дети с 3 класса, переходя в дисциплину робототехники, то есть с первого урока начинают делать то, что предполагает его программа. И, то есть я хочу сказать, что база, наработанная на родном языке, она является огромным подспорьем, вот именно даже в технической дисциплине. И, наверное, здесь становится явным фактом то, что язык не может быть просто преградой в обучении. То есть ребенку на самом деле совершенно не важно, на каком языке вы ему материал преподаете. Ему важны 2 вещи. Ему должен нравиться учитель, ему должно быть интересно. А результат не заставит себя долго ждать. Поэтому вот этот опыт интеграции, межпредметный опыт интеграции предметов с дополнительным образованием, вот молодыми педагогами, вы знаете, сейчас, я могу, наверное, даже сказать, принимается на ура. И очень широкий спектр вот таких уроков у нас есть. Приведу примеры, например, интеграции математики с шахматами. Я чуть позже покажу элемент в записи девочек. Вот, интеграции музыки с уроками осетинской литературы, интеграции английского языка и математики на осетинском языке, интеграции английского языка и технологии. То есть тоже очень интересные вещи. И вы знаете, дети даже перестают осознавать, что они на 40-минутном уроке находятся. То есть это действительно становится просто площадкой, где они свои знания применяют, выполняя определенную поставленную задачу учителя. Я хотела бы еще добавить о тех кружках, сказать о тех кружках, которые есть в школе, просто чтобы вы имели представление. Причем представлены все виды и направления, и спортивные. У нас есть футбольная команда в школе, гимнастика в школе, есть театральная студия, как я уже сказала, шахматы, изобразительное искусство, где ведет молодой педагог, тоже кружок на остинском языке, он же член Союза художников. Совместные выставки, это тоже еще отдельные коммуникации и детей, и педагога. Есть кружок хореографии, вы элемент видели. То есть и все это, плюс ко всему, имеет еще место быть в воспитательной работе, является большим подспорьем. Все это, весь этот ресурс можно использовать еще и в воспитательной работе, потому что именно основным стержнем и содержанием этой полилингвальной модели, вот этой триады Осетия, Россия, мир, является как раз-таки в первую очередь, наверное, нравственная составляющая. Ну, это коротко, что я хотела сказать, и если можно, я еще элемент уроков. Полигопасное детство и литературная студия. Наша игра, созданная при помощи программ «Чувство прекрасного», а также для развития творческих речевых способностей. Но для того, чтобы добраться до места назначения, мы разделили наш путь на станции, на каждой из которых дети должны были выполнить задания для того, чтобы мы поехали дальше. Задания были как по осетинскому языку, так и по музыке. Учащиеся углубляли свои знания не только по предметам, но также расширили на каждой из для нашего интегрирования осетинским языком и своего нового связей и их применения. Внутрипредметное, межпредметное, транспредметное.
Интегрированный урок позволяет решить целый ряд задач, которые трудно реализовать в рамках традиционных подходов. Вот некоторые из таких задач. Повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы урока. Это необычно, а значит интересно. Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. Организация целенаправленной работы с мыслительными операциями. Сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и так далее. Показ межпредметных связей и их применение при решении разнообразных задач. Показателем умственного развития ученика является перенос знаний из одного предмета в другой. Перенос заключается в межпредметном обобщении известного и синтезированием нового обобщенного знания. На основе межпредметных связей строятся интегрированные уроки, которые в свою очередь и активизируют интерес учащихся к предмету. Мы бы хотели привести пример интегрированного урока родного осетинского языка и музыки из своего опыта. Большое значение для воспитания чувства прекрасного, а также для развития творческих речевых способностей учащихся имеет реализация межпредметных связей между осетинским языком и музыкой. В вопросе о взаимосвязи музыки и речи нельзя обойти вниманием такой компонент, как интонация. Именно эту тему мы и решили выбрать для нашего интегрированного урока. Урок был построен в форме экскурсии в филармонию. Но для того, чтобы добраться до места назначения, мы разделили наш путь на станции, на каждой из которых дети должны были выполнить задание для того, чтобы мы поехали дальше. Задания были как по осетинскому языку, так и по музыке. Учащиеся углубляли свои знания не только по предметам, но также расширили кругозор знаний по истории города, узнали много нового о знаменитых людях нашей республики. Мы посетили такие места, как школа имени Косталя Ивановича Хитагурова, колледж искусств имени Валерия Гергиева, детская библиотека имени Дабе Мамсурова, Северо-Осетинская государственная филармония. Детям очень нравится такой тип урока. Они сами, не понимая того, включаются в урок и узнают новые темы, обретают новые знания и навыки. Музыка на уроках осетинского языка создает непринужденную атмосферу, помогает ученикам глубже погрузиться в атмосферу быта, природы. Разговорная речь и речь музыкальная, хотя и вполне самостоятельная, но тем не менее имеет много общего. Доказательством тому послужила наша игра, созданная при помощи программы Smart Notebook, которую мы использовали на уроке. Мы разделили наши предметы – музыку и родной осетинский язык. Чуть ниже в хаотичном порядке на экран были выведены слова. Ребенок подходил и выбирал по одному слову с правой стороны экрана и искал пару этого слова в левой стороне экрана. Вот что у нас получилось. Мы можем с уверенностью сказать, что наш урок принес пользу детям. Дети уяснили тему интонация. Они смогли провести параллель между родным осетинским языком и музыкой. Смогли выявить общие черты и черты, которые разделяют речь и музыку. Интонация – это воплощенное в звуке настроение, ощущение, состояние природы или человека. Музыкальная интонация усиливает выразительность текста в песне. Интонация помогает нам почувствовать не только музыку, но и друг друга. Слушая собеседника, мы всегда понимаем, хочет ли он нас утешить или обидеть. Даже если слова нас обманывают, интонация – никогда. В дальнейшем мы также хотим провести подобный интегрированный урок на другую тематику. Мы бы хотели поделиться с вами еще одним интегрированным уроком из нашей методической копилки. Интегрированный урок математики и шахмат. Хотелось бы отметить тот факт, что математика в нашей школе ведется на родном осетинском языке. Погружаясь в языковую среду, дети решают математические и шахматные задачи, применяя математические знания в шахматах и шахматные знания в математике. Объединяющей темой этих двух дисциплин стал квадрат.
Анализируя знания о геометрической фигуре квадрат, учитель задает вопрос: на какой предмет похожа эта фигура? Среди прочих предметов дети называют шахматную доску, которая появляется на слайде. Вспомнив название фигуры на родном языке «сыппаркумак», учитель акцентирует внимание на количестве углов в этой фигуре. При этом дети обнаруживают спрятанное слово в названии фигуры, и это только один из секретов урока. После того, как дети узнали периметр шахматной доски, который был равен 32 сантиметрам, они узнают, что он равен количеству фигур, находящихся на шахматной доске. А после того, как они нашли площадь шахматного поля, раскрыли следующий секрет. Площадь шахматной доски равна количеству квадратиков на шахматном поле. Но и это еще не все. Слово «поле» и «площадь» – однокоренные слова в осетинском языке. Фаж – фажуат. Стратегической кульминацией урока становится деление квадратного поля на 4 фланга и решение математических позиционных шахматных задач. Необходимо математически рассчитать королю квадрат пешки, которая идет на край доски, чтобы превратиться в сильную фигуру. Также дети находят центральный и средний квадрат на шахматной доске, который очень важен в развитии шахматных фигур. Технологию интеграции этих двух дисциплин можно использовать как в программе вторых, так и в программе третьих классов, немного усложнив материал урока задачей на умножение, который объясняется на родном осетинском языке, обеспечивая при этом межпредметную связь уроков математики, родного языка, окружающего мира и шахмат. Полилингвальная модель поликультурного образования. И отдельно хотелось еще добавить, что английский язык – это третий язык, который в школе преподается. Вот чуть ранее коллеги были, ну, скажем так, в определенном смятении, потому что трудно пока отследить, какую роль именно английский язык займет или будет занимать в этой, скажем так, триаде языков в полилингвальной модели. Но так как мы сейчас доросли только до 5 класса, мы тоже только предполагаем и видим определенные какие-то вещи, как и где мы можем это использовать. Но на данный момент хочу поделиться тем, что английский язык в Аланской гимназии с 1 класса реализуется в рамках дополнительного образования, а уже со 2 класса, в отличие от среднестатистической общеобразовательной школы, там, где федеральный план предполагает 2 часа, мы еще 2 часа даем из доп. Образования. Фактически 4 часа английского языка в неделю во 2, в 3, в 4 классе. Это дает определенный ресурс для того, чтобы выработать как раз-таки то положение языка, которое мы хотим видеть уже в средней школе и в старшей школе. Ну, чуть ранее, слушая коллег из Татарстана, я какие-то интересные вещи для себя тоже отметила. И вопрос о том, что второй иностранный язык тоже вполне может быть наравне с английским, этот вопрос только, скажем так, на стадии размышления и на стадии изучения своих возможностей. Потому что английский язык – это хорошо, но нужно смотреть еще и в другую сторону. И как вариант в китайском языке. Сейчас пока наработок в этом плане нет, все пока в стадии, скажем так, прогнозирования и планирования, но ресурс, я думаю, что мы будем стараться тоже изыскивать. И если говорить о том, что на выходе в 10, в 11 классе, что на выходе мы хотим иметь, то мы хотим иметь возможность преподавать предметы не обязательно узко какой-то профиль один, а, ну, скажем так, диапазон хотелось бы иметь больше и преподавать предметы и на остинском, и на русском, и на английском языке. Причем это можно делать как и на одном уроке, разбив часть материала, и на одном уроке часть давать на этих 3 языках в разном соотношении, так и определенные дисциплины вести исключительно, скажем, на английском или втором иностранном языке. Это, конечно, дает возможности на выходе найти себя детям
не только в рамках республики и не только в рамках страны. Это, конечно, перспектива, к которой мы стремимся. Викторовна, просто чисто вопрос по ходу, чтобы не забыть. Вы говорите, у вас английский идет в доп. Они берут дополнительные источники или они как бы по тому же учебнику, но просто, что называется... Нет, они берут еще и дополнительные источники, но я вам хочу сказать, что даже тот материал, который есть для федеральных часов разработан, он с трудом втискивается в эти 2 часа. И те, кто практики знают, они прекрасно понимают, что теорию вы даете, новую тему вы даете, а закрепить ее так, чтобы ребенок действительно, чтобы мы сказали, что он это усвоил, это очень сложно в рамках 2 часов школьной программы. И вот как раз-таки вот этот ресурс мы изыскали в дополнительном образовании. Вот они у нас в штате, ставки доп. Образования. Ну, наверное, нам повезло. Я не могу сказать, что в каждой школе это есть даже в республике. Просто, ну, вот есть такое небольшое преимущество у нас, и мы стараемся его с максимальной пользой использовать. А эти доп. Часы у вас даются от министерства или как получается? Или это они просто заложены? Ну ставки доп. Образования. Ставки доп. Образования. Они по стандарту висят, только пойдут по стандарту. Или по большому счету они перегружают детей в нарушении Санпина, ставку кружка разделили как учебную дисциплину. Но Коль об этом хитро. Нет, вот с учетом того, что дети находятся там до вечера, там перегруза такого нет. Расписание... Ну да, но Санпин все равно нарушен. У нас то же самое у всех. Сильно спорить так что сильно спорить не буду, но вы знаете как, для работающего человека в современных условиях нахождение ребенка до вечера в школе – это манна небесная. Да? И мы в этом плане имеем такой карт-бланш, чтобы делать то, что нам нужно реализовать, потому что дети с нами все равно до вечера. А выстроенное со сменой динамики расписание, оно не дает возможности ребенку осознать. То есть у нас нет такого, что «ой, я не хочу идти, я вот устал». Нет. Но на самом деле 1 класс, когда приходит, когда их вечером забирают, ну, 1 класс 2 недели у нас только адаптируется там до обеда, потом они уже в полном режиме работают. И когда их вечером забирают домой, то по пути до дома в машине дети засыпают. И я понимаю, что это тоже определенный перегруз, но вы знаете, полгода такого режима и такой работы, то есть для детей 2, 3, 4 класса это перестает быть проблемой. Они к этому темпу жизни привыкают. Причем они знают, что если у нас еще, как у интерната, есть самоподготовка, мы еще должны успеть уроки сделать, то есть у нас 1-1,5 отходится еще на это. И они знают уже прекрасно, что им нужно успеть сделать качественно уроки, выполнить, потому что дальше футбол, и он не сможет просто двинуться на футбол, потому что эта работа пока не выполнена. Сколько часов на осетинский язык? На осетинский язык у нас в 1 классе 4 часа, 2, 3, 4 по 3 часа, но за счет того, что в школе много... На 3 часа с литературой вместе. Как? То есть на язык и литературное чтение. Да, они по полугодию меняются. Час литературы, 2 языка, и потом в следующем полугодии наоборот. Но есть еще литературная студия, кружок. Это тоже 2 часа в неделю, который идет в дополнение к этому. И тот материал, например, в виде фольклора, эпоса, народного творчества, скороговорок, это отчасти блок риторики идет, он тоже дается через кружок в литературной студии. Фактически у нас 5 часов получается осетинского языка с учетом доп. Образования. А насколько вот дети приходят, как бы скажем, знающие язык? Ну вот смотрите, я могу сказать, что дети к нам приходят условно с определенной небольшой базой. Есть, конечно, и очень хорошо говорящие, но у нас на входе есть собеседование, потому что нам нужно именно промониторить уровень владения языком, на что мы можем опереться. Так как математика стартует на осетинском языке, ребенок абсолютно не говорящий, его, конечно, будет сложно. Если позволяет возраст, мы предлагаем, есть у нас дополнительная подготовительная группа, если ребенку уже не близко к 8 годам, мы предлагаем подготовительную группу. Ну, в принципе, сейчас уже все, кто знают о школе, они знают, что есть и такой ресурс, и туда отбора никакого нет, туда приходят в порядке живой очереди. Но как раз-таки эта подготовительная группа дает нам возможность подтянуть детей к тому уровню, к которому мы хотели бы, чтобы они пришли в 1 классе.
Ну, и здесь есть свои сложности. Скажу, что многие родители расценивают эту подготовительную группу как некий трамплин, чтобы попасть в первый класс. Такой момент тоже имеет место быть. Но тут же хочу сказать, что, например, первый год, когда у нас 2 подготовительные группы работало, у нас 8 человек из этих групп не перешли в первый класс, просто не смогли, потому что ребенок, который 7 лет не говорил, и родители 7 лет с ним не говорили, мы понимаем, что, и не заговорит. Нет, заговорит, но он будет упускать учебный материал. А потом в конце года нам предъявят претензии, что вы не умеете научить ребенка составу числа, если он изначально пришел абсолютно не имея языковой небольшой базы. Этот момент имеет место быть тоже. Тогда что параллельно, раз круглый стол, может быть, да, вот как вы как раз сказали, что переходить на другой язык, вот как ремарка тогда Зарины Ринатовны, да, что когда он созреет, то есть у него будет достаточно языка, чтобы понимать какой-то другой материал не языковой. Вот, допустим, с английским языком. На самом деле, вот получается, что все ребята, которые приходят в класс, условно изучать там физику, да, на английском языке, что они адекватно воспринимают материал. Вот смотрите здесь, как происходит. У нас мы вообще дать такую базу языка. Что делаем всегда? Мы английский язык, во-первых, вводим как платную образовательную услугу с 1 класса. То есть у нас есть английский язык 5 часов в неделю. Каждый день. 5 часов имеется в виду? 5 часов те, которые... 5 платных? 5 платных уроков. У нас за много чего нужно платить. Плюс у них в 1 классе выделяется 2 часа неурочной деятельности бесплатных, тоже на английский язык. 2 часа внеурочной деятельности. То есть итого, получается, со своими... у них в 1 классе появился на английский язык 7 часов. Со 2 по 4 класс у них по учебному плану идет, соответственно, там федеральный стандарт максимум 3, плюс у них идет 2 часа внеурочки. Плюс у них идет 2 часа, еще родители доплачивают за платный английский. То есть менее 7 часов иностранного языка в начальной школе у них просто не бывает. С 1 класса? С 1 класса. Поэтому, соответственно, со 2 класса у нас идет обязательно home reading lessons. И вот это чтение на английском языке, обильное с пересказами, обильное заставляет говорить. Потом появляются такие предметы, как, например, там, я не знаю, как он называется, у них сейчас пирсонская серия, это science и все остальное. То есть, по большому счету, они погружаются за счет этого учащего языка. Теперь то, что касается татарского языка. Когда детей приняли, например, по полингвальной траектории, мы видим, что язычных детей в городских условиях и дети, которые... Вот вообще за всю историю, чтобы вы понимали, у нас в школу пришел только один ребенок татарин, который не говорил по-русски. Так и бывает дальше. Один мало и все. Поэтому, когда нужно говорить, чьи интересы мы должны трубить, надо понимать, что вот за всю историю я видел одного ребенка, и завуч мне говорит: а как же научиться? Я говорю: Илья Нурдина, вы не заметите, как этот ребенок быстро, как этого Маугли вообще родителям удалось сохранить в городских джунглях. Да, потому что нужно было просто отрезать от всех средств коммуникации. Вот. Но, тем не менее, такое было. И, соответственно, мы выделяем, что у нас есть дети, которые по-татарски говорят. Соответственно, есть дети, которые у нас, например, были отчуждены от родного языка, соответственно, родители не выполнили долг, и они в толковой степени не говорят. Для них вот у нас создана специальная учебная серия «Адымнар». Она построена во многом на принципах коммуникативно-когнитивных технологий, современной мультиревной дидактики, поэтому направлена прежде всего формирование основных речевых навыков. И там через погружение литературное чтение, сейчас это пишет наш Институт коммуникации Радия Прикладовича Самолетинова, Федеральный университет, он построен на том, чтобы приобщить ребенка татарина, отчужденного изначально от языка, к полному корпусу литературного языка. Полному корпусу. То есть, по большому счету, это идет такое же углубленное изучение английского языка. Татарский, да. Это если он не знал татарский. Но если он татарский знал, он учит татарский как по программе татарской гимназии. Вот мы преподаем в начальной школе предмет татарского. Единственное, что делаем, иногда математику оставляем на русском. Не потому что нет терминологии, а потому что, чтобы какой-то компромисс дать родителям. Но вообще дальше уже будет франшиза.
Она стоит денег. Это вот математика вы на татарском? Мы математику на татарском не преподаем, хотя линия учебника у нас есть математика. У нас просто иначе не было бы предметов, которые мы паритетно преподавали на русском языке. У нас все предметы в начальной школе при полилингвальной траектории преподаются на татарском языке, и математики. Окружающий мир? На татарском На языке. татарском. А сколько детей находится у вас в школе? У нас реализуется принцип школы полного дня. Если это только бюджетная часть полного дня, то он находится до 3:30-4 часов. Штатный, если он за это еще платит, то он находится до 19 часов. Примерно мы также. Про оплату услуги можно спросить? Час платных услуг сколько стоит? И Все по-разному, зависит от категории. Какие получают? Ну, вот именно английский язык. То есть В среднем это тоже, да, мы по-разному? учителю оплачиваем порядка 600-700 рублей в час. Возможность детям там гулять, играть. Конечно, гулять, спорт, спать, танцы. кушать, трехразовое халяльное питание, танцы, все это есть. КПД у вас бюджет? Еще раз. ГПД бюджет? У нас группа продленного дня есть и бюджет, есть и не бюджет. Ну, тоже очень много у директора возможностей заработать вне бюджета. Да? То есть у нас есть, например, группа бюджетная, вот они работают учителя работают до 4 часов с детьми в начальной школе. А дальше у нас есть внебюджетная группа. Вот что родители... Дальше мы просто бюджетную группу не тарифицируем, потому что школе надо денег зарабатывать тоже. Скажите, пожалуйста, есть отток учеников? Вот он пришел с хорошим настроением, занимается в какое-то время, или не успевает программу, или родитель считает, что ребенок перегружен. Нет. Какой-то отсев, конечно, бывает, потому что это же любой, кто изучал физиологию ребенка в педуниверситете, знает, что изучение иноязычной культуры, а если он русскоязычный ребенок, то и татарский язык, он становится иноязычным, является сложнейшим предметом на протяжении всех лет обучения. Требует ежедневной, кропотливой работы над языком. Ежедневно кропотливой работы. Everyone knows when he starts learning English, but no one knows when he stops doing it. Barımız da bile biz şiddetli koşan irademizin başlamasına ama derken bir kişinin onun kırınçıgın anlayıp bitirir almayı. Öğretmeye vakit gerek. Жесткий прессинг на ребенка, жесткий прессинг. И какой-то отсев бывает советы профилактики. Вот, почему мы сейчас уедем? Потому что у нас вот совет профилактики. И, соответственно, итоги первой четверти приближаются, кто-то не справился. Но у нас в параллелях, например, по полингвальным параллелям мы обучаем детей, в принципе, только тех, которых отбираем. А по билингвальной траектории есть еще закрепленный микрорайон. И для того, чтобы дети были разные, тоже удовлетворены, и ведь есть социально разные семьи. Есть семьи, которые ориентированы на то, чтобы дать, и правдами, неправдами. У нас 21 первый класс. Вот. Поэтому можно понять... Скоро алфавита не будет. Для того, чтобы... Кстати, как вы литерами? Моя младшая дочь учится в первом F-классе. Первый F, да. И вот, соответственно... Что я хотел сказать, это вот и среди билингвальной траектории мы сохраняем и в параллели общеобразовательный класс 1. Он выполняет роль для люмпина ребенка. Мы твои права перед законом все удовлетворили, а для нормально ориентированного ребенка он является той красной тряпкой, куда ни в коем случае попасть нельзя, потому что стараешься, мотивируешь, учишься, чтобы только не учиться в общеобразовательном классе. А те, получается, они себя ощущают этими людьми? Нет, конечно, не ощущают. У меня они все получают. У них просто вместо углубленного английского идет еще дополнительно чисто на математику, русский, на все остальное. А на входе отбор? Вот вы не имеете права в соответствии с законом образования делать отбор. Я знаю, что мы делаем? Мы детишек все равно обучаем в предшколе своей. И, конечно, к концу обучения в предшколе у меня есть полный рейтинг детей по всем основным навыкам и по социальному паспорту каждой семьи, которая ко мне идет в школу. А как вы им откажете, если он, допустим, не набрал рейтинг, а мама очень хочет? Если у него нет никаких микрорайонных обязательств передо мной, кузня аккуратно, идет к тебе. Все понятно. Микрорайон все-таки есть? Да, вот если у него билингвальная траектория, закреплен в микрорайоне, то этот класс будет D. Общеобразовательный.
А с Санпином по пребыванию детей количественного времени вы дружите, да? Ну, мы, как бы, понимаете, тоже, вот, например, английский у нас не в расписании в основном, но мы его крутим, потому что сейчас ведь будет еще сложнее. Вот кто-то стремится на пятидневку перейти, да, что сразу рвет все основы вообще какого-то полингвального образования. Просто учить язык. Любой знает, что невозможно учить иностранный язык при 3 часах в неделю, и невозможно учить родной язык при 3 часах в неделю. Просто невозможно, если ты не погружаешься в эти предметы. И, соответственно, сейчас вводится новый Санпинс. И вот мы, как пилотная школа с 5 класса в этот следующий год, будем смотреть, какое количество часов и что там можно сделать. Ну, мы этот прецедент, например, в этом году в 5 классе создали. Мы остались на пятидневке, может быть, потому что, не знаю, пока выношу секрет, может быть, потому что внимательно пока не посмотрели, но я готова отстаивать свою пятидневку, потому что за счет того, что во вторую половину дня перенесены уроки технологии, а технологию мы проводим по договору с СПО, мастерских СПО, то здесь другой возможность. Но это в любом случае нарушение Санпина. Нарушение Санпина. Даже технология такой же урок по Санпину. Но у нас нет мастерских, у меня нет другого способа это реализовать. Поэтому здесь как бы все нарушает. Было бы счастье, да несчастье. Но мы сохраним эту тайну, Мадина Да, мы никому не скажем. Коллеги, да, у нас время уже подходит к концу, но хочется сказать огромное спасибо всем спикерам за практические доклады. И из каждого доклада, вот я тоже для себя подчеркнула. Информационно чисто пробегусь, буквально пару. Сейчас, секундочку, да. Не на связи, а подключалась арктическая школа из Якутии. Они просят материалы, но хочется сказать, если они меня слышат, что все материалы, то есть вся в записи, это будет на YouTube-канале БГПУ имени Акмуллы. Поэтому любой доклад вы можете переслушать, посмотреть и воспользоваться уже в своей практической деятельности. И у нас еще вот хотелось буквально пару цифр, пару слов буквально скажу по поводу несколько слов. Да, я понимаю, что вот мы когда приезжали с тестами, у нас все учителя это всех сразу результаты. Но вот мы, поскольку сказали, что в каждой школе мы смотрели только всего по 20 человек, так ориентировочно, да, в 4-8 классе, почему взяли эти классы? То есть, ну, как бы выпускные по дошкольной, да, получается, дошкольной, говорю, начальной школы, потом основной школы, вот. Тесты разрабатывали, то есть по иностранным языкам брали за основу все-таки, чтобы не сочинять опять велосипед, да, мы брали там кембриджские или там вот, то есть, ну, сертифицированные экзамены по иностранным языкам, оттуда задания типовые какие-то брали по соответствующим уровням, разбирали вариант А1 и А2. Брали почему? То есть вот самое начальное, для начальной школы это уровень не потерявших, вот А1, да, А2 уже, то есть можно говорить в пределах известных тем, то есть они могут коммуницировать. И основная задача была у нас не проверить вот прям грамотность вот так, да, а возможность коммуницировать. Ведь мы можем даже, говоря совсем неправильно, неграмотно, но, в общем-то, коммуникация состоится. И поэтому мы не снижали оценки, там, если ребята там орфографию не так писали, грамматически какие-то там вещи были, но в целом, если видно, что он мысль понимает, да, то уже как бы мы засчитывали, что это, да, вот все-таки молодец. И, если можно, да, презентацию там подключить быстренько. Я просто там буквально 4 кадра сделала. Поэтому я по себе, конечно, сделала выборку по всем вот так вот, да, я прям даже сделала себе сравнение, допустим, по 3 видам речевой деятельности. Мы брали чтение, мы брали аудирование и брали письмо, да. Но почему письмо и устной части просто физически мы бы не провели, потому что, во-первых, по времени это никак, да, и столько специалистов у нас не было, и дети бы просто измучились. Поэтому считаем, что письмо как продуктивный вид речевой деятельности, он, в принципе, отражает. Если он человек написал, то уж сказать он это всяко сможет. Вот. Худо-бедно. Вот. Поэтому, сразу так вот, он как не листает? Вот, листает. Вот поэтому, говорю, мы взяли уровень А1 для 4 классов, уровень А2 для 8 класса, вот эта картинка как раз задание для А1 по аудированию было. Ну, сразу скажу, что вот у нас мы взяли английский, немецкий, французский языки, по всем подготовили тесты вот А1, А2 и даже Б1 взяли уровень, но Б1 у нас, мы, то есть рассчитывали, если вдруг будет продвинутая группа, вот как лингвистическая школа, но, собственно, чтобы у нас была какая-то
единая картина. Мы не стали вводить B2, и поэтому везде провели А2 на 8 классах. Неважно, лингвистическая ли школа с углубленным там, да, или просто обыкновенная школа. И, соответственно, родные языки. По родным языкам мы некоторым образом как бы от идеи отходили вот от этих иностранных, что называется, тестов, да, и плюс еще опирались на сертифицированный, вот есть экзамен, татарский ведь уже сейчас есть сертифицированный, от него немножко что-то взяли, свой башкирский, от русского языка брали. И вот разработав сначала вот башкирский, татарский у себя, мы коллегам посылали, и фактически подобные тесты, они какие-то даже мы в итоге прямо на месте, вот, допустим, нам балкарский сделали, да, или наоборот, кабардинский нам сделали, да? А балкарский нам сделали по-нашему, а кабардинского не было. А в школу мы ехали туда, где кабардинский нужно было проверять. И поэтому нам прямо на ходу, вот мы находили специалистов, спасибо вот как раз университету, да, тоже быстро-быстро все сориентировались, нам перевели, все сделали тесты, и мы провели. Вот сейчас вот этот список языков, вот этих как бы тестов, да, он здесь на экране. И общий анализ как бы показал, вот если вот я говорю, если не презентативно по школе будет, да, почему сказать, что вот мы не даем всех так результатов, да, где-то кто-то был не совсем, может быть, хорошо, кто-то там получше, кто-то как-то, но это ведь, понимаете, это какие-то, получается, всего 3 школы, и это не будет полностью показателем за всю республику, вот, ну никак. Понимаете, это будет зависеть от учителя, от школьников. Вот, опять-таки, то, что тесты дети выполняли, да, но у них не было установки, что за это они получат оценку или что-то. И поэтому кто-то понимает, что ничего же не будет, да. Вот они как бы, ну и напишу там, или на коляку, может быть, у соседа посмотрю. То есть это было, но это дети, это как бы, это все объяснимо, но в целом все равно, вы знаете, тенденция некоторая наблюдается, если мы возьмем уже все тысячу работ, да, ну и хотя бы даже добрую половину на 4 класс. И вот я просто, посмотрите, так, показатели. Вот по английскому языку минимальный был 14. Это средний балл, включая вот аудирование, чтение, письмо. Максимальный показатель 82,3. Это по английскому языку. Вот. Если я теперь сравню родные языки, посмотрите, сразу показатель выше, 53,4 и сотка, собственно, да, по максимуму. Если я беру средний результат по английскому языку 42%, и по родным 75. То есть вот уже идет порядка 30, вот, ну где-то, знаете, люфт идет от 20 до 50 между родным и иностранным. Но, собственно, я считаю, что это вполне объяснимо. У нас как раз нет языковой среды на английском. Вот там, где это есть возможность, вот как вы говорите, создать дополнительно плюс 5, плюс 7, да, там на самом деле результаты были выше. Вот, и я бы сказала, что они где-то бились даже с родным языком, вот где-то вот близко, там, 75, вот 80, вот как-то вот так вот цифры шли, да. А вот у остальных получается, что родные языки, они как минимум они могут дома слышать, как минимум понимают, как минимум говорят, да, то есть все равно языковая среда присутствует, и они хотя бы в трамвае, простите, едут, они все равно слышат и понимают эту речь. Вот. Поэтому родной язык, в общем-то, в тех школах, где мы были, и тем более это объясняет, что мы были в национальных регионах везде, да, ну и особенно если взять вот тоже вот, по чеченскому там языку, там тоже очень много было соток, потому что ребята реально понимают. Я понимаю на слух, я понимаю чтение. Вот что касается уже видов речи, да, вот буквально я тоже сделала маленькую табличку, вот, посмотреть. Английский язык. Вот аудирование, чтение, видите, они все примерно бьются рядом. Вот родные языки 85-89. То есть все как-то рядом, потому что идет это как бы рецептивный вид, да, я понимаю, я воспринимаю, но это как я все понимаю, сказать не могу. Это вот про меня, да, к сожалению, на татарском. Вот 35 и 53 – это уже письмо, вот пошла продуктивка. То есть уже сразу, смотрите, порядка там 20-30 баллов уже, что называется, слетает, да. Поэтому вот как раз письмо, говорение – это вот наш больной конек, да. И я не говорю здесь про грамотность, да, потому что на самом деле, если уж мы придирались бы к грамотности, то у нас письмо просто как бы можно было многим нарисовать нули, но мы смотрели, говорю, на коммуникативность. И это, наверное, самое главное, в общем-то, в языке пока на тот момент, да, чтобы мы, ребята, смогли осуществить коммуникацию и не боялись этого делать. Вот, потому что мы не только, понятно, что параметр грамотности, грамматики, да, он как бы важен, но это вот все-таки не есть приоритет теперь, да. Он 1, а 2 никогда не да, вот. Вот такая картина получилась в целом по нашему тестированию. И я поэтому говорю, вот мы модели какие смотрели, она, вот знаете, настолько модель накладывается на те баллы, которые получались, то есть что в приоритете,
Вот практически что первое, что, допустим, да, условно там осетинский родной это, да, или родной там того, да, вот эта вот модель, или английский с акцентом идет, да, эти баллы, они повышались. То есть остальные при этом немножечко так пониже. Но английский у нас, взять, если мы просто берем федеральные школы, и там, где не углубленное изучение, к сожалению, там нам еще надо работать и работать. Вот, поэтому там тоже поднимать. Если мы говорим о полилингвальности еще, ну, не только если берем языки родные, вот этот момент. И у нас, я знаю, что, ну, вот и в Татарстане, как вы говорите, да, то есть мы хотим на мировую выходить, но наши ребята должны знать и иностранный язык. Родной – это наше теперь все, тоже как наша, это основа, да, это вот, как говорится, с молоком матери мы это вводим, и менталитет наш туда, наша когнитивка на этом построена. А все остальное – это что-то наше, да, дальше работает. Спасибо большое. Раиса Никитина, вопросы есть? Тут все, в принципе, я думаю, все как бы… А вот результаты, это получается по мониторингу же получится? А в письменном виде вот это? Нет, вы знаете, как бы скажем, это вот получается все-таки это пробное, да. И я вот скажу, да, недавно буквально, когда было обсуждение по поводу профдефицитов, да, и вот там тоже вот тестирование. Это такой скользкий вопрос. Вот в каком плане скользкий? Очень такой деликатный, я бы сказала, вопрос. Потому что, к сожалению, ну вот так вот сложилось у нас вообще в нашей стране, что если вдруг результаты не совсем радуют, скажем, вышестоящие органы, то у нас не в значении, что давай я тебе помогу, а в значении сразу а-та-та, понимаете? И вот, ну, как бы, скажем, карательные меры. Вот поэтому, может быть, немножечко, чтобы вот отойти от этого, да, ну, просто поберечь вот как-то, может быть, где-то коллег. Во-первых, тесты были, никто не ожидал. Вот мы приехали, да, вот здрасте, никто не, вот сегодня приготовились, вы сегодня пишете тест. Никто эти тесты заранее не видел. Понимаете? То есть стрессовая ситуация… Министерство просвещения это не предоставляется. Нет. Это наше исследование, это как бы не вот, чтобы показать какие-то критерии, то, что, или прям так… Мониторинг, даже выявление проблем тоже. Ну, просто на что обратить внимание, как я поэтому… За 5 минут все равно не скажешь. Вот, нет, но тем не менее, как бы скажем, вот это, понимаете, это фактически показатель по всем регионам, я бы сказала, только вот в усредненном варианте, и, может быть, скажем, с какими-то плюсами и с какими-то, может быть, минусами, с учетом на ту модель, которая реализуется в той или иной школе. Вот, на самом деле это так. Это так. Ну и потом дети тоже разные бывают. Вот я говорю, что это… И есть разные… Мы же только попробовали, мы посмотрели, и, в общем-то, какая тенденция проходит, да. А вот так сказать, что это прямо мы вот супермониторинг по всем провели, наверное, это будет касаться уже, наверное, каких-то специальных ВПР и прочих вещей, которые будут, наверное, уже оценивающего такого характера. Спасибо. Но для себя, наверное… Коллеги, есть еще вопросы? Если вопросов нет, я позволю подытожить сегодняшнее наше мероприятие. Еще раз выразить всем огромное спасибо и коллегам, которые принимали наш временный творческий коллектив у себя в регионах и все условия предоставляли. И то, что вы смогли сегодня к нам сюда приехать, выступить с прекрасными, замечательными докладами, я думаю, что такие встречи нужно проводить почаще. То есть когда для нас это тоже очень большое обогащение тем опытом, которым вы владеете, для дальнейшей работы. И надеюсь, что на следующий год, когда Министерство просвещения ознакомится с отчетами по нашему госзаданию, оно нам продлит его, и мы также будем дальше с вами активно сотрудничать и работать. Причем хотелось бы и ваше видение, пожелания, потому что все на связи, у всех есть телефоны, e-mail, и можем обмениваться. И потом, согласитесь, так уж пошло. Мы же все-таки будем сейчас это подводный такой, или вернее айсберг нашего всего полилингвального, да, это все-таки сохранение родных языков, понимаете? Поэтому я считаю, что нам надо как раз мы в министерстве мы не будем показывать какие-то там, может быть, самые удачные, может быть, ответы. То есть я таблицу, естественно, не буду. То есть это показательно, что вот в тех школах, где полилингвальность была, где она присутствует, да, мы же специально в эти школы ездили, там именно национальный язык действительно все-таки результативный, понимаете? Вот.
Это для того, чтобы нам дальше можно было двигаться. Не забудьте, вот если вы в резолюцию внесли какие-то поправки, дополнения, оставить листочки. Еще раз. Спасибо огромное. Да. Спасибо. Спасибо большое. Да? Спасибо. Объявить название. Рестлинг в стене. Я тогда наших гостей вожу. Марина, как вам ваш доклад? Я один раз. Получается. Ивановна, я вам написала свои координаты. Там бумажку написала. Я тоже обмениваюсь с вами. Потому что мне очень понравилось.